В 2013 году, когда я занимался своим YouTube-каналом, я случайно наткнулся на видео с тогда еще мне неизвестных соревнований CrossFit Games, где спортсмены наряду с разными спортивными активностями выполняли наши тяжелоатлетические упражнения рывок и толчок, но с очень маленьким весом и с плохой техникой. По непонятной мне на то причине на все это смотрел полный стадион народу. Я начал разбираться и спустя пару месяцев понял, что за всей этой движухой большое будущее. С тех пор уже прошло более 7 лет, и термин кроссфит твердо закрепился в спортивных кругах, как в России, так и за рубежом. Я уверен, что многие из тех, кто будут смотреть это видео, имеют свою личную историю на эту тему, но мне в рамках этого фильма хотелось очень пообщаться с людьми, кто стоял у истоков, кто развивал это спортивное направление в нашей стране. И разговор пойдет не только о спортивной составляющей кроссфита, мы поговорим и о бизнесе, и об организации соревнований, и об взаимоотношениях между людьми, и о многом-многом другом. Будет интересно. Но для начала хочется рассказать, почему я взялся вообще за съемку этого фильма. Чуть меньше месяца назад, после тренировки, мы сидели в Сколково База Тим в кафе и общались с местными кроссфит-атлетами. И я задал им вопрос, а почему у вас вообще в последнее время так мало слышно? У вас, я имею в виду, и самих атлетов, и соревнований. И я даже не имел в виду момент пандемии, потому что в момент пандемии всех было мало видно и слышно, а даже за какое-то вот время до пандемии. И ребята развели руками и говорят, типа вот и все. И вот это вот все как-то для меня так было немножечко обидно, потому что я хоть и считаюсь представителем силовых видов спорта, но кроссфит-движение, оно мне не безразлично, так как слишком большую и знаковую роль оно сыграло в моей жизни. Именно об этом и хочется немножечко тоже в самом начале рассказать, как оно повлияло на мою жизнь. Поэтому сейчас мы начнем тренироваться, я вам все потихонечку расскажу. Моя история начинается где-то с лета 2012 года, когда я не попадаю на Олимпийские игры в Лондон, возвращаюсь из Подмосковья в Таганрог, где я жил в то время. Ощущение такое, что в принципе все пропало. Я понимал, что с этого момента начинаются трудные времена, трудные во всех отношениях. В большей степени меня напрягала, наверное, материальная сторона, потому что у меня уже был 2-летний ребенок, у меня была супруга, я строил дом с коммерческой недвижимостью. Вот, и я понимал, что сейчас у меня с деньгами будут большие проблемы, что, собственно, оно и получилось. Моя зарплата, она сократилась, скажем так, на 0. То есть, если была одна сумма, то на 0 стало меньше, и мне, конечно же, этого стало не хватать. Я не понимал, что делать. И вот на Новый год, отметив Новый год, я своей супруге сказал, что надо перебираться из Таганрога в Москву, потому что в Москве больше работы, больше возможностей. И для нее, для таганрогской девчонки, которая родилась там, жила там и так далее, для нее это был шок, у нее там родители. Вот. Но я сказал, что все, будем переезжать, поэтому давай, говорю, выставляй все на продажу и будем двигаться в Москву. Там, собственно, мои родители, в Балашихе, в Подмосковье есть квартира, где пожить. Короче, я был сфокусирован на том, чтобы 100% переезжать. После Нового года я собрал сумку, поехал уже за свой счет на сборы в Чехов, за свой счет, потому что меня, как я сказал, уже сняли со всех практически зарплат.
вычеркнули из списков сборной, но злость готовиться была. Собственно, я не собирался завязывать со спортом. В феврале месяце уже 2013 года, находясь на сборах, я помню, мне позвонили с Первого канала и предложили поучаствовать в проекте «Вышка». Это прыжки в воду. Вот. Я, конечно же, согласился, потому что понимал, что это какая-то движуха, какая-то активность, какой-то шанс и так далее. И уже вот, наверное, с конца февраля, если так быть точно, прямо где-то 27-28 февраля, я помню, начались съемки этого проекта. И я вот с Чехова каждый день там, или через день ездил со сборов на тренировку, тренировался, готовясь к своему, как в результате окажется, последнему чемпионату России, который должен был пройти в начале лета. Подготовка сложная была, так как, говорю, все приходилось финансировать самому, приходилось оплачивать услуги массажиста, потому что тогда ко мне отношение было довольно-таки жесткое. Мне запретили делать массаж, мне в какой-то момент даже запрещали тренироваться с общей сборной. Ну, прям, скажем так, начали гнобить. Вот, это было довольно-таки неприятно. И в начале июня я выступаю на своем последнем чемпионате России, выступаю плохо, потому что подготовка была хреновая, и какое-то давление, и плюс я еще выступая в проекте «Вышка» немножечко поломался, и пах себе потянул, и где-то плечо дернул. Короче, я помню даже эти видео немногочисленные в Ютубе, которые есть, где я поднимаю на чемпионате России, даже какие-то усмешки из зала идут по поводу моей вообще физической формы. Но, собственно, я это не скрывал, я был не в лучшей форме, занял 3-е место. Вот. И после этого вернулся в Таганрог к семье и начал задумываться о том вообще, что дальше делать. Потому что накопленные какие-то финансы, они заканчивались. Кстати, уже финансы, которые я использовал на подготовку, это было с проданной первой машины. И, в принципе, деньги подходили к концу, поэтому надо было как-то их зарабатывать. И уже где-то промелькнула информация о том, что вот на Ютубе есть какие-то спонсоры, как-то это деньги там зарабатываются. И я начал снимать обучающие видео со Славиком Ригертом. Вот, в Таганроге, с мыслью, что вот это кому-то будет нужно. И, может быть, на это придут спонсоры, начнут что-то там платить и дальше продолжать заниматься и так далее. Все пришло, но все пошло немножечко вообще по другому сценарию. Я увидел видео соревнований CrossFit Games, где на огромном стадионе, полный народа, люди от штанги к штанге бегают, поднимают там в рывке, в толчке, тут же подтягиваются на турнике, лазят по канатам. И все как-то это, в моем представлении, нелепо, все, что касаемо штанги. Я думаю, кто это вообще такие? Вот, и я начал разбираться и понял, что, блин, это вообще на самом деле прикольная движуха. И, возможно, это и для тяжелой атлетики может быть полезно, и для меня. И вот, наверное, в тот момент, я помню, каждое видео, оно прям в геометрической прогрессии, каждое новое залитое видео прям в геометрической прогрессии росло, они друг другу это все пересылали, начали расти подписчики, если я не ошибаюсь, там по 300 или по 500 подписчиков в день. Я даже понимал, что это действительно очень популярно, что-то я нащупал, и я даже начал в какой-то степени немножечко хайповать, привлекая к себе внимание. И вот тогда пошли как раз таки видео, вот эта каменная лестница, заход со штангой на каменную лестницу, и еще другие разные развлекательные видео, потому что они прям очень сильно заходили. И вот эта каменная лестница, это последний день был, когда я жил в Таганроге. В этот день с утра мы со Славиком погрузили штангу, поехали к каменной лестнице и решили сделать этот заход. А после того, как мы это сделали, я вернулся домой. У нас уже грузилась газелька со всем нашим нажитым барахлом. И мы вот на 2 машинах, на своей машине и на газели поехали в Москву. Это вот, в принципе, тот момент, когда мы переехали. Где-то вот в это же время, я помню, я создаю свой Instagram-аккаунт и в профиле вношу и номер телефона, и почту, для того, чтобы спонсоры могли мне написать, люди, которые интересуются. И тогда, помню, супруга еще недоумевала, как это можно. Сейчас там и девчонки начнут писать и так далее. Ну, разное было. Вот. Ну и цель была в результате достигнута. Начали писать люди с разными предложениями. И вот специально себе выписал. 12 июля 2013 года мне пришло сообщение
из Милана, где люди пригласили приехать и сделать семинар по тяжелой атлетике, как это было там написано. Я в то время вообще не понимал, что такое семинар по тяжелой атлетике. И, в принципе, вбил в поисковике в Ютубе семинар, и там высветился Дима Яшанькин. Я действительно к своему первому семинару готовился по видео семинара Димы Яшанькина. Я выписывал, помню, там жиры, белки, углеводы, сколько грамм на килограмм веса. Ну, такая вот история была. Действительно, я все это выписывал, заучивал. И, в принципе, приглашение на семинар я подтвердил, сказал, что да, я приеду. И еще очень важный момент. Буквально за месяц до этого, находясь на сборах, Вася Половников, только приехавший из Америки, и он говорит: пацаны, я вот сейчас только был в Америке, и там вас очень многие хотели бы видеть. И они вас приглашают сделать семинар. Вот это, кстати, первый момент, когда я услышал слово «семинар», но я не придал ему потом никакого значения. Я сказал: ладно, давай, готовьте, если будет, то будет. А вот уже когда написали мне с Италии, я понял, что это что-то такое более системное. Поэтому, давая согласие итальянцам, я думал, ну что, если я уже Васе дал согласие, ну почему бы и в Италию не съездить? В тот момент мне еще написали ребята с компании Blue Dinosaurs, какие-то голубые динозавры. Я тогда еще засомневался, думаю, надо мне с ними встречаться или не надо. Вот, но, тем не менее, ребята написали, предложили сделать совместную тренировку. Ребята были с Австралии. Я еще тогда удивился, думаю, ребята специально с Австралии хотят прилететь, записать тренировку, записать интервью. Они еще предлагали сделать фотосессию для журнала Men's Health австралийского. Думаю, ну ничего себе, ну давайте, что я ничего не теряю. Вот. И они мне уже тогда прислали мейл о том, что встреча будет в Риба Кроссфит база на Бирюлево. И это как раз таки то место, где я впервые вообще познакомился с ребятами из кроссфита, где я узнал, что такое кроссфит-зал. И вот эта первая тренировка, она, конечно, была очень запоминающаяся, потому что я абсолютно не понимал, что я делаю относительно той дисциплины, в которой ребята специализировались. Помнишь, австралийцы, когда приезжали, и я когда к вам приехал первый раз, эти люди вообще, они как на тебя вышли-то? Давай вот этот момент вспомним. История такая была интересная для меня. У меня был какой-то такой насыщенный рабочий день. Ко мне просто подошел руководитель отдела продаж тогдашнего. Говорит: знаешь, нам позвонил плохо говорящий по-русски человек и сказал, что по его информации мы единственный кроссфит-клуб в Москве. Ну, тогда это было не так. Ну, это не так, но в чем вопрос-то, собственно? Ну, хотят приехать, так, конечно, пусть приезжают. А оказалось, что это не человек из ближнего зарубежья, там, да, плохо говорящий по-русски, да, а наоборот, с другого края света. Здрасте, а кто у вас тут говорит по-английски? И опять не я встречал, то есть они не представились, полноценно не представились, я их совершенно не ждал. Ну, после той первой тренировки в Риба Кроссфит база я стал частым гостем в стенах этого клуба, познакомился со многими ребятами, некоторые из них до сих пор являются моими друзьями, кто-то является партнерами по бизнесу, поэтому та первая встреча была очень знаковая. Чуть позже, уже где-то в середине октября, мне написали ребята с телекомпании, которые занимались съемками разных передач, и они мне предложили сделать серию обучающих видео о кроссфите уже для телевидения, да? И я вот в тот момент, помню, почувствовал какую-то такую прям движуху вокруг себя, потому что и вышка только что закончилась, какая-то популярность была среди обычных людей, и с Австралии-то ко мне прилетают, и телевизионщики там мне пишут, такой ведущим программы предлагают быть. То есть это как-то немножечко обнадеживало, хотя все, что касается именно вот тяжелой атлетики, моей специализации, там было все так же кисло, никто мне не писал, ничего не спрашивал. Ну и как-то я даже немножечко от этой всей истории отвлекся. Так вот, в один из дней, 20 октября, мы собрались опять-таки в Риба Кроссфит база для съемки первого пилотного выпуска. Мы его сняли, мне тогда казалось, что я ведущий уровня бог. Сейчас я уже смотрю, мне в какой-то степени даже стыдно, и как презентовал, и как говорил. Но тогда это было круто, и тогда это как-то, говорю, воодушевляло. В результате, к сожалению, этот выпуск на телевидении не зашел.
Телевизионщики эту всю историю отклонили. Собственно, об этом мы с улыбкой повспоминали с Юрой, который отвечал за съемку этого проекта. Мы на тот момент были такой молодой группой производственной, которая хотела сделать что-то интересное для телека. Мы устали смотреть «Играй, гармонь», 60-я версия и «Судьбы загадочные Чо». Вот, а сами, так как занимались спортом в молодости, до сих пор там пытаемся тренироваться на любительском уровне. И хотелось сделать что-то, что будет интересно людям, которые просто любят спорт. И интересно что-то посмотреть, что новое, спорт тоже эволюционировал. И мы придумали вот эту вот программу, которую мы с тобой сняли, пилот первый, которую мы с гордостью куда понесли? Сначала понесли в кабельные сети. То есть была такая компания Red Media. Так. У них было много каналов кабельных, и один из них подходил под нас, начиная от кухни, спортивной кухни. Там уже была это. Да, заканчивая, тогда еще любимый мой господин Ешанькин, вот он только с супругой, они начинали... Вот что едят чемпионы. Да, точно, она. Да. И давайте, спорт, 3, 5, 10, и если честно, мы были удивлены, на нас смотрели как на каких-то дурачков, фанатиков, понимаешь? Потому что мы им показываем, они говорят, ну здорово, а что это? Они не понимали, да? Кроссфит, вот, посмотрите, они говорят, вот это слово классное, понятно, а в чем спорт? И мы тоже как бы... Подожди, ты сказал, что телевизионщики обычно отслеживают все-таки, что происходит. Это мы отслеживаем, производственники. Производственники. Да, так. Те, кто сидит на формировании сетки и определении там, контентной политики, они очень консервативны. Окей, я понял. В телевидении есть такое понятие, если то, что тебе приносят, ты не можешь ни с чем сравнить, в эфир это пускать нельзя. Даже так? Ни в коем случае. Если ты не можешь посчитать цену контакта и стоимость секунды за рекламное время, никогда у тебя ничего не купят. Даже если это будет круто. Интересно. А дальше же была еще более сложная история. Да? Пошли на самый большой федеральный канал «Спорт». Матч ТВ. И вот там, конечно, это был как холодный душ. Потому что сложность общения с такими каналами заключается в том, что недостаточно принести готовую программу. Она может понравиться, но тебе зададут, например, вопрос периодика, то есть сколько эта программа будет жить. А учитывая то, насколько мы относились к теме, насколько она глубокая, и она и в США развивалась, и в России. То есть уже тогда и Гераклион начал двигать свою философию, свою идею. И мы легко заявили, что это 4-5 сезонов, то есть это 2 года эфиров смело. И тогда нам рекомендовали немного внести правки. Так. То есть в эти программы запустить людей, героев, например, которые никогда этого не касались, и что с ними будет, если они попробуют вот такой новый вид спорта. Мы попытались объяснить, что, понимаете, это травмоопасно, во-первых. Во-вторых, нужна подготовка специальная для этого. И у нас... То есть показывать, что новичок просто делает это без подготовки. И у него что-то получается. Это нужно было каналу. Почему? Потому что таким образом привлекают больше зрителей, которые могут себя сравнить с собой. Я тебе прям конкретный пример приведу. Я говорю, у меня хедлайнер Дмитрий Клоков. Чемпионский чемпион. И они говорят, вот именно его нам не надо. Круто. А в чем проблема? Почему не надо? Некрасивый, что? Они говорят, значит, смотрите, у нас основная аудитория у канала Матч ТВ это мужичок вот с таким пузом, чтобы он мог пиво себе сюда поставить, который смотрит и говорит, давай, быстрее, давай. И если он увидит человека, у которого все хорошо с фигурой, который нормально говорит, еще поднимает штангу и другим объясняет, как это делать, мы вызовем дикое отторжение. Потому что тот, кто сидит с пивом, он не хочет смотреть на Клокова. Интересно. Он хочет смотреть на себя, который там поднимает эту штангу, и у него что-то получается. Тогда само сравнение дает зрителю позитивное отношение к контенту, потому что он как бы, так бы тоже смог. Интересно, а вот мы когда там, например, общаемся с людьми, да, вот я встречаюсь, они говорят, я типа вот на тебя смотрел, и ты там меня мотивировал.
то же самое Дима Ишанькин, например, да, там, или другие ребята, они внешним видом мотивируют, я там условно какими-то поднятиями тяжести Это мотивирую. единицы, это не больше 3%. То, вот так, ну, это Не я больше понял. 3%, потому что, ну, во-первых, если человек в молодости занимался То спортом, есть то, что говорят телевизионщики, как они на это смотрят, это разговор про большие массы. конечно. То, что вот нам люди выборочно говорят, это вот единицы, как на них это реагирует, да? Ну вот смотри, ключевой фактор, да, человек с пузом, он сидит с пивом и смотрит на то, как что-то делает. И вот момент, когда он видит, поднимет человек штангу или нет, у него покупай Балтику 9, и ты будешь на высоте. Да! Давай дальше про штангу. Вот так это работает. Интересно. Вот так это работает. Потом, ты же понимаешь, если у тебя любитель приходит в зал, и это снимается на телевизионную камеру, то одежда, футболка, обувь, что он кушает, это все позиции. Если мы приносим контент, там должно быть не менее 20 позиций интеграции. Подожди, а если, например, телевизионщики только нацелены на рекламу, то есть реклама, контент Мы создается про бабло. под рекламу. Мы про бабло. Вы про бабло. Да. То есть такое образование, мотивация, это второстепенно все. А от этого нет обратной связи. Потому что если ты человека через телевизионный контент образовываешь, и он действительно получает мотив идти в зал, то он не смотрит телек. Он идет в зал. Нахрен он нужен? То есть он должен сидеть перед телеком. Конечно, конечно. Магазин на диване. За 24 минуты он получает 40 единиц рекламы. Офигеть. Да. И если мы поместим туда чемпионского чемпиона Клокова, ты будешь носить 4 футболки за передачу с определенным логотипом, с определенным кадрированием. И 8 раз ты скажешь спасибо Балтике. Окей. Я сейчас рекламирую, да? Интересно. Ну, мы как бы такие люди. Не, мы говорим как есть. И, соответственно, произошла тоже эволюция. Почему Но сегодня... ты не думал, что так будет? То есть у тебя Я не было не такого? знал этого Ты не даже. знал, да? Я не знал, потому что мы, извини за выражение, такие, знаешь, креативные солнечные пиздатуи, которые пришли и говорят, мы хотим показать людям новое, оно крутое, это классно. Мы спортсмены, мы за спорт. Да, и нам говорят, не-не-не, ребята, чем больше мы будем держать людей, сидя у телевизоров, чем больше они будут пить, есть то, что мы им пропихиваем, тем больше нам будут вливать деньги. Соответственно, канал будет жить. Если канал не получает денег, он не живет. Сколько ты потерял на этой идее? Я потерял 2,5 миллиона рублей чистых денег. Вот тогда на съемку этого видео, да? На съемку видео, да, на монтаж. подготовку, на обработку и плюс сроки. Это просто выброшенные деньги, но я считаю, я заплатил за образование. Еще был момент относительно использования бренда. CrossFit — это, наверное, первый момент, когда мы почувствовали о том, что не все могут использовать торговую марку CrossFit. И я помню, и я получал несколько сообщений от представителей CrossFit HQ, и Юрий писали. Поэтому это такой был звоночек, что эта тема какая-то вроде и популярная, но не все могут ей свободным образом пользоваться. В начале ноября 2013 года я полетел в Милан на свой первый семинар. И полетел я с такой памяткой о том, сколько белков, жиров, углеводов на килограмм веса надо использовать. Помню этот семинар, когда я собрал людей. Передо мной где-то собралось человек так 20. Я положил на лавочку эту бумажку, памятку, и ждал этих вопросов, но вместо этого люди начали задавать вопрос про хват, про подрыв, про прием, про прыжок, про построение тренировок и так далее. И я как-то этому удивился, потому что для меня семинар — это было то, что Дима Ишанькин показывал на своем YouTube-канале. Вот. И, конечно же, когда семинар закончился, и ко мне подошел человек и сказал, что все хорошо, меня как-то это порадовало. Но следующие слова у него были такие, что: Дмитрий, все интересно, все понятно, но единственный момент, я не очень понял, надо все-таки в замок штангу брать или простым хватом. И вот в этот момент меня, в принципе, осенило вообще, что за люди сидели несколько часов передо мной, потому что я с ними общался, как если бы я общался, например, с Димой Берестовым или с Димой Лапиковым. Я не думал, что они настолько дилетанты в этом деле, и я понял, что этот семинар, в принципе, был впустую. А второй день и третий день у меня были персональные тренировки, и первыми моими учениками
были Анна Торисдоттер и ее парень на то время Фредерик. Мы тоже потренировались, совместно потренировались, я их потренировал рывку и толчку, и с тех пор мы очень дружим, и поэтому это хорошая была встреча, и уже потом, встречаясь на CrossFit Games, на разных выставках, мы всегда вспоминали вот эту первую совместную тренировку, как они меня тогда погоняли, потому что я старался все делать силой, пытался все делать быстро, а в кроссфите оно так не работает, и поэтому для меня это памятная встреча, мы с тех пор дружим. My name is Annie Thorstetter, and I'm a professional CrossFit athlete. Competed at the CrossFit Games 10 times and won it twice. I went to Russia for the first time 2013, and then CrossFit was not very big in Russia. This is an event with Reebok, and I went to Moscow and got to see that, which was beautiful. And then I went all the way to Novosibirsk, hope I say that right, Siberia. And there was the Siberian Throwdown. So I got to experience a CrossFit competition in Russia, which was really cool to me. Not that many people there spoke English. Thankfully, we had a translator. But getting to experience CrossFit in a different setting, in a different place, where we didn't speak the same language, but everything was the same. It felt like you were at home. And it was very special for me to get to experience that when CrossFit was so small over there, to see so many incredible athletes. And I would like to say just overall, the difference from a competition there to other competitions that I had gone to was the strength level, just the basic strength level of the athletes. Overall, I felt like the Russian CrossFitter was just really, really strong. I would like to believe that that's something maybe a little bit similar to Iceland. No, we don't have world champions in Olympic weightlifting and all of the lifting. We have some of the strongest people in the world. And I think it might be something that's engraved in the culture, coming from harsh environments, growing up, our ancestors or us, and it makes strong heart people. And that's good for a CrossFitter. It's hard mentally and physically. You have to be willing to suffer and push, and that's what I think that Russia and Russian athletes might have quite a lot of. So I'm excited to see what's to come from Russian CrossFit athletes. В конце ноября мы полетели в свой, не побоюсь этого слова, знаменитый американский тур с Васей Половниковым и с Ильей Ильиным. Собственно, за этой историей уже следило очень много людей. К тому моменту на мой YouTube-канал было подписано уже значительное количество людей, и видео набирали сотни тысяч просмотров, поэтому мы понимали, что это уже не просто так, а это прям работа. И этот тур, он был довольно-таки веселый в том плане, что мы все абсолютно разные, и каждый учил по-своему, у нас не было общей программы, и как прикололся тогда Яша, организатор этого нашего тура, он сказал, как лебедь, рак и щука. Один подходит, учит одному, другой переучивает и так далее. То есть не было каких-то согласованных действий, но, что важно, у людей не было и понимания, как эти семинары по тяжелой атлетике, в общем, должны-то и выглядеть. То есть то, как это сейчас проходит, вот это мы-то, в принципе, и создавали эту концепцию, и каждый из нас, и по отдельности, и вместе. Когда мы вернулись с этого американского семинара, в этот день, в день нашего прилета, на YouTube-канале Валентины Забияки выходит видео, где она берет интервью Димы Берестова и довольно-таки жестко отзывается о нашей деятельности, говоря то, что мы как-то очень сильно поддерживаем кроссфит, а кроссфит, он идет в минус тяжелой атлетики, что оттуда будут и спортсмены уходить, и так далее, так далее, так далее. Я уже на тот момент, помню, не был согласен, я точно знал, что это поможет штанге, я в это верил, и я за это топил, и мне тогда, конечно, это было довольно-таки обидно услышать. Дима Берестов хоть и как-то пытался это в интервью сгладить, но тем не менее он все-таки тоже на некоторые болевые точки тогда указал, и я, в принципе, для себя такую пометочку в голове сделал, что да, мы для того, чтобы продавать семинары, для того, чтобы двигать тяжелую атлетику, мы должны себя через социальные сети пиарить,
но если это не будет в плюс тяжелой атлетики, то в принципе тяжелоатлетическое сообщество, оно нас будет готово и критиковать. Вот я само то интервью не помню, но ты мне сейчас начинаешь говорить, и у меня какие-то моменты всплывают. Но я просто вот сейчас мне даже это смешно, и так, знаешь, как я с улыбкой это вспоминаю, те свои мысли о кроссфите, когда я, ну, многие это вспомнят, и мне даже сейчас очень многие пишут в директе, в Инстаграме, Дмитрий, и в Ютубе тоже, когда мы там снимали здесь с Зимой Ишанниковым, что там кроссфит. Мне многие пишут, да ты буквально там несколько лет назад и так отзывался, что это все ерунда, что это не спорт. Действительно, у меня были такие мысли, знаешь, но это, скорее всего, были, знаешь, какие мысли такого фанатика своего вида спорта, который, вот как ты правильно сказал... Ну, ты не погрузился просто до окончательно. Да, во-первых, я толком не знал, что я туда не был погружен и не ощутил весь этот процесс, через себя не пропустил. А во-вторых, вот ты правильно сказал, что все-таки боялся, что большая часть людей скажет, а нафиг тяжелая атлетика, мы переходим там в кроссфит, и все это заглохнет. И, ну, эти же мысли возникают у очень многих сборников. Помнишь, когда Гараев, там, брали у Гараева, Зульфата, яркое интервью и спросил, ну, блиц-вопрос был, Клоков или Берестов? Он говорит, Берестов. Почему? Ну, потому что Клоков это там кроссфит. Это кроссфит, да, точно. Клоков или Берестов? Ну, Клоков, он больше это, как бы, кроссфитер там сейчас уже, поэтому мне больше Берестов нравится. Многие профессиональные штангисты, они так и реагируют, это нормально. Но вот когда ты говоришь, когда я в это окунулся, когда я попал в эту движуху, когда меня пригласили работать в этот клуб, когда я начал там, Семинары сейчас делать. уже говорят, заходить на эти комплексы, да, вот эти уже выражения кроссфитовские, зашел на комплекс, зашел на эндуранс, уже все это ощутил и пропустил через себя. Во-первых, мне понравилась сама атмосфера, как люди, вот это комьюнити у них называется, да, как люди друг с другом общаются, как люди друг друга поддерживают, как они устраивают какие-то тусовки. Для нас это немножко диковато. Да, мы же такие все индивидуалисты, Да, такие эгоисты, мы, а тут они прям движуху наводят, и это, ну, не может не радовать. Вот, я встретил много знакомых, много людей познакомился, с многими общаюсь там. Ну, то есть меня сама эта атмосфера очень понравилась. Во-вторых, начал тренировать. У меня было впечатление, когда тренируешь спортсменов кроссфита, что думал, блин, я это делаю для того, чтобы они просто лучше заходили в своих комплексах. А потом оказалось, что нет. Многие прям, даже кто тренируется в кроссфит-залах, они выбирают для себя, тоже выбирают, они выбирают именно направление тяжелой атлетики. Вот у меня здесь в зале есть несколько человек, которые чисто направление тяжелой атлетики выбрали. Мы, говорит, ну, как бы тоже занимались, но мы поняли, что для нас интереснее здесь. То есть через кроссфит начали Да, заниматься кто-то штангой. наоборот, пришел в тяжелую атлетику, но они вот, у меня уже сейчас, знаешь, как вот в моей команде, там, Берестов Тим, Радияр, у меня настолько все перемешалось, кто-то перешел ко мне заниматься, кто-то оттуда перешел сюда, приходит заниматься. Все видят вот эту движуху, которая происходит. Появились, опять же, много новых залов появилось. Это тоже плюс, потому что вот я, опять же, работаю директором спортивной школы. Я понимаю, что в Москве, вот как было там несколько лет назад определенное количество залов, так оно и осталось, оно не возрастает. То, что называется тяжелоатлетический зал. Да, тяжелоатлетический зал. Но мы понимаем, что, кстати, во многих залах кроссфит начинается развиваться и детское направление тяжелой атлетики. Вот у тебя, кстати, в зале, да, там ты сколько раз там пробовал, я знаю, что там в нескольких залах точно, это тоже большой плюс. Потому что где нет залов именно специализированных в тяжелой атлетике, также ребята могут, спортсмены, заниматься... То есть второй пункт — это то, что появилось больше точек Больше точек, развития, где можно заниматься тяжелой атлетикой, да. Как ты считаешь, вообще вот тяжелоатлетическое сообщество, насколько оно воспользовалось этой движухой новомодной, вот как Я кроссфит? считаю, это не воспользовалось практически. Если мы говорим, о чем мы с тобой думаем, тяжелоатлетическое сообщество, да, если мы берем там Федерацию тяжелой атлетики, мы берем сборную, конечно, мы говорим, это вообще ноль, мизер. Мы не пользуемся этим. Пользуются просто индивидуально, такие, ну, опять же, вот, исключение из правил, ты, я, там, кто-то еще, мы это, но это уже хорошо, что мы своим примером показываем. Я знаю, что многие сборники, когда смотрят, они же тоже начинают задумываться, что карьера-то
подойдет к концу, и что-то дальше нужно делать, и надо дальше как-то жить, они будут. Но я понимаю, о чем ты спрашиваешь, что все-таки вот тяжелоатлетическое сообщество во главе федерации, они должны задумываться, или мы им должны эти мысли подталкивать, что мы должны это использовать во благо нашего спорта. Поехали! Обратите внимание, Дмитрий Берестов ножницы работает. Мощный спринт даем. Вверх ножницы, да? 3, 2, 1, прыгаем! Прыгаем! Если Новый год с 12 на 13 я встречал таким немножечко потерянным человеком, то с 13 на 14 я уже чувствовал такую уверенность, я понял, что я при работе, у меня есть определенная подушечка безопасности. И, собственно, вот про 2014 год очень хочется рассказать, потому что в этот год произошло очень много событий. В начале января ко мне из Австралии прилетела Мелинда Элбридж с переводчицей. Меня еще тогда это удивило, что чисто навстречу люди летят из другого края света. Ну ладно, мы встретились в Москва-Сити, обсудили наш график, обсудили оплату, и они улетели обратно. И спустя уже там какое-то время я вслед за ними полетел, также чуть позже полетела со мной Лена. И этот тур получился прям вот по кругу. Мы проехали всю Австралию, мы не были только там в Кернси, а все остальное мы посетили. Это было, конечно, очень круто и в плане туризма, и в плане заработка. И еще в этот момент состоялась очень знаковая встреча, даже не встреча, а телефонный звонок. Мелинда Элбридж, она была в хороших отношениях с Джоном Гилсоном. Это человек, который основал компанию Gainfaster, и она, общаясь с ним, сказала, что да, вот мы с Дмитрием Клоковым сейчас делаем тур, и, в принципе, для твоего бизнеса было бы прикольно сделать какую-то совместную коллаборацию. Я помню, находясь, не помню, в Перте или в Голд-Косте, мы созвонились по скайпу и, в принципе, обсудили возможности создания какой-то своей линейки тяжелоатлетического оборудования. Собственно, в тот момент и появилась на блинах и Gainfaster приписочка Clock of D. И с этого момента пошла очередная зарплата и очередная занятость, потому что этот проект нужно было развивать, эту штангу надо было презентовать, ее надо было поднимать на разных мероприятиях, в том числе и CrossFit Games. Работая на стенде, помню эти длинные очереди из людей, желающих сфотографироваться, взять автограф. И это, наверное, был первый момент, когда я почувствовал себя звездой. Вот в штанге я такого никогда не чувствовал, будучи на Олимпиаде и на чемпионатах мира. Не было никогда вот этих вот каких-то огромных очередей из людей, которые хотят просто с тобой сфотографироваться. Это было очень приятно и неожиданно. Ну что, закончились соревнования CrossFit Games. Незабываемое впечатление, незабываемый опыт. Небольшая, до хрена зависти от того, что столько народу приходит на соревнования, так поддерживают, болеют. Штанг такого, к сожалению, пока нет. Но что мне нравится, что каждый на этом стадионе, сколько стадион? 8 тысяч? 8-тысячный стадион. Здесь каждый знает, что такое рывок и толчок. Может быть, не все понимают, как его делать на 100%, но точно знают, чем рывок отличается от толчка. И вот за это спасибо CrossFit. На тот момент у меня было в районе 80 семинаров, которые проводил я по всему миру, и ни одного в России, за что, собственно, русские ребята меня очень сильно упрекали и просили сделать что-то подобное в нашей стране. И по возвращению я решил провести семинар в Рибок, как раз-таки CrossFit базе, и он состоялся 12 сентября, это была, как помню сейчас, пятница. Я сделал его для всех желающих и сделал его бесплатным. И тогда собралось 160 человек, тогда приехало телевидение. Блин, это было прикольно, и знаете, мне потом даже ребята, которые близкие мне, сказали, мы, наблюдая за тем,
что наш парень, наш русский парень популярен за границей, тоже хотели его здесь увидеть. То есть вот такая вот была реакция, что-то там наше популярно, востребовано, и у нас почему-то этого нет. Вот такое вот отношение тогда было, и этот семинар был очень жесткий, он был с 9 утра и до 11 или 12 вечера. Я помню, я сел в машину, уже было темно, приехал мертвый в Чехану, заказал себе стакан вина, засадил его, и меня прям сразу выстегнуло, а на утро я заболел. То есть настолько была вот эта вот самоотдача, мне действительно хотелось всем ребятам все рассказать, все дать, и мне было легко, потому что это был первый семинар, когда я говорил на русском, а все остальное приходилось до этого переводить, поэтому мне самому было просто очень даже интересно. Но надо сказать, что с самого начала у кроссфит сообщества и тяжелоатлетов как-то вот отношения не задались. Тяжелоатлеты как-то все это ревностно приняли, начали как-то очень яро комментировать и технику, и методику тренировок кроссфитеров, не понимая вообще, чем эти ребята занимаются. И на самом деле и я в какой-то момент допускал нелицеприятные реплики в сторону кроссфита, да, того, что они преподают на своих Level 1 семинарах. В один момент я даже, помню, написал Дэйву Кастро, генеральному директору CrossFit Games, о том, что вот я приезжаю на семинары каждые выходные, и мне приходится переучивать тому, чего научили вы, и как-то неправильно. Говорю, давайте, что ли, вместе как-то поработаем. И он как-то, помню, мне не ответил сначала, потом получилось так, что я где-то дал интервью, прокомментировав это не совсем корректно, молодой, горячий, сейчас бы я, конечно, так уже не сказал, но тем не менее он мне этот отрезок моего интервью в текстовом варианте прислал мне на почту, сказал: Дмитрий, как-то ты не совсем правильно себя ведешь, вот, я признаю, что это можно было и не делать, чтобы сохранить отношения, как-то их развить. И помню, что даже когда ко мне обратился президент Международной Федерации Тома Шаян с целью как-то вот объединить штангистское сообщество и кроссфит сообщество, стать таким проводником, мостиком, да, я помню, я написал Дэйву Кастро о том, что вот президент нашей Международной Федерации хочет как-то встретиться, пообщаться. Дэйв Кастро уже прям в категорической форме тогда, помню, ответил, что вообще ни с кем я с вами не хочу общаться. Я думаю, что здесь во многом и моя вина, поэтому спустя столько лет можно это абсолютно спокойно признать. Но сейчас, что радует, тяжелоатлеты уже понимают и принимают то, что делают кроссфитеры, да и кроссфитеры, признаться, за столько лет стали красавчиками, уже и поднимают хорошо и так далее, поэтому все развивается так, как должно развиваться, вот, а все остальное это так, мишура. В октябре 2014 года я был в очередном своем туре по Америке, и в тот момент начала развиваться новая тема около вот этой всей кроссфит-тусовки под названием Грит-лига. Это немножечко такая видоизмененная штука, где люди не делали все подряд, а где люди отвечали за свою специализацию. И, в принципе, мне эта идея понравилась. И я даже, помню, написал ребятам, говорю: а вы не хотите, чтобы я на ваших соревнованиях сделал какие-то вот показательные выступления? Потому что я находился как раз-таки в одном из штатов, где проходил этап этой грит-лиги. И мне говорят: да, давайте сделаем. И тогда, собственно, и появилось это видео, где я делаю thruster ladder, или как cluster ladder. Мы приехали с вечера, они спросили, какие веса вам поставить. И я тогда думаю, надо удивлять, поэтому заказал там что-то очень много. В результате я до туда не дошел. Что-то мне как-то в комплексе стало это довольно-таки трудно. Но вообще атмосфера мне понравилась. Очень классно тогда, помню, приняли. И мне даже захотелось туда вернуться, о чем мы чуть позже поговорим. Как раз таки мне уже пригласили не просто с показательными выступлениями чуть позже, а стать частью одной из команд. В январе 2015 года с одним американцем, с товарищем, мы решили сделать обучающие видео с целью заработать. Тогда и появился так называемый e-book, который сейчас очень много гуляет по интернету. Мы отсняли это все дело где-то в течение нескольких дней. И я помню момент, когда я тренируюсь опять-таки в Reebok CrossFit базе, и мне приходит сообщение с очень
хорошей такой суммы. Я даже, если честно, не поверил, что такая сумма может прийти на карточку. Ну, я это все к тому, что слишком вот это все активно развивалось и в плане финансов, и в популярности, и узнаваемости, и оно меня прям от штанги увело. Вот на этот момент я не собирался завязывать с тяжелой атлетикой, но я и не тренировался как тяжелый атлет, я просто занимался чисто вот этим всем бизнесом. В начале лета 2015 года я подписал контракт с одной из команд в Грит-лиге, о которой чуть ранее рассказывал, где я выступал с показательными выступлениями. И перед отъездом на выступление, на этот сезон, мы еще встречались в Москве с ребятами из Reebok CrossFit базы. И ребята мне предложили открыть зал. Хотели, чтобы я поучаствовал там и оборудованием, и своим именем. Собственно, зал, где мы сейчас находимся, называется Клоков База Team. И база Team — это именно те ребята с Reebok CrossFit базы, которые пришли и мне предложили вот это все поучаствовать. Вообще, все лето 2015 года я провел в Америке, выступая в Грит-лиге, зарабатывая деньги, и уже вернувшись в конце лета, 18 августа 2015 года, мы открыли этот зал. Тогда, помню, было очень много народу, классные были эмоции. Для меня лично с самого начала это не было бизнесом. Я, собственно, вложился именем, вложился большим количеством оборудования, но я не планировал с этого зарабатывать, а относился к этому так: если получится что-то заработать, то будет хорошо, если нет, то нет. Но, получив это место, я получил место для проведения соревнований, и вот прям с этого момента каждый месяц мы проводили и по штанге, и по гирям, и по стронгмену, и по пауэрлифтингу. Это прям получился такой дом. Тогда еще у меня не было здесь квартиры, я жил на съемной, и по стечению обстоятельств, наверное, по иронии судьбы, сейчас мой дом находится прямо через дорогу от этого зала, поэтому сначала появился зал, а потом появилось жилье, да? Вот. Но место классное, история хорошая. Конечно же, многие из учредителей отпали по тем или иным причинам, но зал остался, и, в принципе, отношения с этими людьми осталось, и получилось сделать то, что изначально планировалось, а планировалось создать очень классную такую спортивную, настоящую атмосферу. Поэтому за это этот зал и ценят. Слушай, ну когда мы к тебе приехали, у нас даже не было, даже мысли не было, что ты согласишься участвовать в каком-то непонятном, томительном предприятии, к чему оно может прийти, во что выльется. Нам нужно было оборудование. Оно у тебя было. Была идея приехать и отжать оборудование. Спросить, готов ли ты дать оборудование на каких-то условиях, на аренду, там, временное пользование, на каких-то там ништячках. Тогда еще даже не было подписанного договора аренды. Мы от тебя уходили, шли в Макдональдс на проспекте Мира, и там нас ждал человек, брокер от управляющей компании, которому мы подписали договор о том, что мы арендуем помещение. Прикольно. Да. То есть было понимание, что мы это делаем, а по факту еще не было реального подтверждения, что у нас все начато работать, работает. Даже компании тогда не было, на которой потом последующим касса была открыта, все остальное. Было поначалу арендованное помещение на другую компанию, которая была. Слушай, ну я думаю, на самом деле, что почти все залы, они как-то вот так вот толпой собираются. Пацаны, там тренеры, спортсмены и так далее. Но если бы не было вот бы... У нас очень много учредителей изначально было. Если бы не было бы базовской команды, которая там ребят тренировались в Бирюлево, то я уверен, что навряд ли мы вписались бы во всю эту историю. Ну и еще один момент, который хочется сказать относительно 2015 года, это проект кросслифтинг. Конечно же, это примерно то же самое, что кроссфит, просто немножечко более силовой. Начав вообще работать с кроссфит-сообществом, я хотел понять, чем эти люди живут, что они делают, и поэтому я начал пробовать это на себе. Первый раз, как я сказал ранее, это было на первом семинаре с Аней Торис-Доттер и Фредериком в Италии. Потом еще много раз разные кроссфит-атлеты, и профессиональные, и любители, они меня в этом испытывали. Я и сам, собственно, пытаясь в какой-то степени хайпануть, пытался это на себе примерить. Но мне это не заходило на голову, не заходило на тело. И я понимал, что вся картинка, мне нравится, это круто. Но вот поменять бы вот эти все скакалочки, бёрби, канатики, гимнастику на силовуху,
И вот это будет прям круто. И я даже, напомню, на некоторых семинарах начал у людей спрашивать, таких более-менее крепких, говорю, а тебе нравится это? Он говорит, нравится, но тяжеловато и для головы, и для тела. Я говорю, а представь, если бы то же самое было, но только все вот с поднятиями. Он говорит, круто. И один сказал круто, другой сказал круто. Я думаю, это звоночек. И я начал готовиться. Я начал патентовать эту торговую марку, я начал закупать оборудование, много оборудования начал создавать, потому что его не было. Были очень значительные финансовые вложения на первом этапе. И вот уже в 2015 году, даже приезжая на грид спортсменом, я уже не просто выступал и зарабатывал деньги, я смотрел, как проводятся соревнования, как транспортируется оборудование, как работают ассистенты. Как всегда, красота. Ну что, будет у нас такое, 100%, я в это верю. То же самое, в принципе, было и на CrossFit Games в 2015 году, когда я уже приехал еще раз представлять компанию Egenfaster на стенде. Я не только этим занимался, я также смотрел, как все это устроено, потому что в следующем году, даже уже в конце этого года, я планировал это все применить в России. И, в принципе, в конце 2015 года на SN Pro я этот проект презентовал. Это было в таком не совсем законченном виде, но люди, в принципе, меня услышали, многие поддержали. И вот по сей день мы проводим, играемся с форматами, многие вещи меняем. Также эта тема немножечко взлетала, сейчас она немножечко также на некотором спаде. Но это все я к тому, что, окунувшись в кроссфит, окунувшись во всю эту историю, я стал самодостаточным, я стал финансово независимым, и я нашел то направление, в котором мне хочется развиваться и для души, и так далее, в плане проведения соревнований. Поэтому на какой-то период, наверное, вот начиная с 17-го, 18-го, там и 19-го, я, в принципе, не наблюдал за всем, что происходит в кроссфит-сообществе. И, как я сказал ранее, узнав, что вся эта тема немножечко подспала, как-то стало мне немножечко грустно. Ну а сейчас хочется, чтобы свои истории рассказали те ребята, которые стояли у истоков создания кроссфит-движения в России, кто развивал эту тему, кто проводил соревнования, кто представлял нашу страну на международных соревнованиях. Поэтому есть о чем поговорить, есть что рассказать. Погнали! Я узнал о таком виде спорта, где непосредственно выявляется там сильнейший, и вообще целью стоит развитие именно физических кондиций, то есть физических качеств. Во всех проявлениях. Да. Я думал, моя тема. Нифига себе, то есть такое бывает. А как ты узнал? А все случайно, то есть был такой сайт, когда valetudo.ru, это был сайт по единоборствам. Я там периодически его там посещал, ну как бы там UFC, все дела, то есть ну, отслеживал, там смотрел. И там на форуме этого сайта случайно там был такой, одна из тем, кроссфит, как средство физической подготовки бойцов. Незрачно, так аккуратненько. Ну да, такая аккуратненько, то есть ну, это как, под тем, как вот раньше были эти топики на форуме. Захожу туда, тыкаю, и там ну, идет какая-то дискуссия, описание, там, что это происходит, там, и кто-то кому-то предлагает, там, а вот вы знаете, там вот комплекс, там, допустим. И популяризатором это был такой в России есть человек Егор Голубев. Вот он на заре самой кроссфита, он много именно времени уделил именно на заре, прям он прям везде кроссфит слышали, все на него вообще как вот так вот, кроссфит, ну что такое, ну как и впоследствии многие так реагировали. Можно сказать, что в медиа, во всех этих пабликах он эту всю тему да, именно стартовая вот эта тема, стартовый импульс, то есть где, то есть реально он. Я посмотрел вот свои записи, что у меня первая тренировка по кроссфиту это ноябрь 2007 года. 7-го? Да. Обалдеть. На тот момент я уже сильно набрал как бы в весе и как бы пошел тренироваться, рукопашкой заниматься. И понял, что я дальше разминки, обычно у меня дело не заходит. Не вывозите, да? Мне говорят, ты можешь сесть, посидеть, отдохнуть. Как бы. Я начал искать способы как-то с этим справиться. Вот. И в том числе просто ну, буквально вскользь кто-то упомянул кроссфит, и я полез читать. А американский сайт кроссфит, он там с 2001 года как раз как бы был направлен на то, чтобы люди, желающие как бы поднять свою подготовку, как раз могли вот, как бы, с помощью этого сайта, как бы, выполняя ежедневные задания, как бы, ну, вот худо-бедно как бы, постепенно становиться лучше. Это действительно у них был ресурс, на котором они вещали, и как бы, огромное количество информации, как бы, там, бери, пользуйся, как бы, тренируйся. Все это такое было, ну как с просветительской точки зрения, очень большой проект. Вот. И да, я пытался как бы, разбираться как бы, в том, как все это устроено. Ну и, разумеется, доносить до людей, что вот. Сначала это был
форум, основной форум, это Vale.ru, он и сейчас существует, форум по ММА. Я завел отдельную ленту, и как бы там она сейчас существует, там огромное количество постов. И там постепенно как бы я выкладывал какие-то там новости, примеры, там, там кто-то из атлетов там ММА показывает там какие-то чудеса. Какие-то там комплексы кроссфита, например, специально были подготовлены для вот ММА формат, когда там раунды там по 3 минуты с отдыхом, как бы, и так 5 раундов. Вот как бы там ввел общение, просвещение. Вот скажи мне, вот в этот же момент какое сообщество вообще было? Таких Да же никакого. Вообще ничего не было, да? Ничего, ну в 2010 году никакого сообщества. То есть я когда узнал то есть про... ты как будто ты чувствовал себя один, вот делаешь что-то на сайте. Я по просто сайту. начал делать, то есть, стали появляться там, рядом кто были друзья, ты говоришь, я вот кроссфитом, а что это такое, а вот на тема, давай попробуем. По крайней месте, да? Да, то есть, и у нас несколько единомышленников было рядом со мной, с кем я, в принципе, там как-то начал тренироваться, вот, используя вот эти вот элементы. Конечно, в фитнес-зале на меня смотрели, вот, то есть, ну, как бы, Дань, ты что делаешь? То есть, мало того, что я и так-то был так полусумасшедший, то есть, ну, в смысле, стандартный тренер фитнес-зала, там, не в обиду никому будет сказано, то есть, это в большей степени заточено на какую-то силовую работу, еще что-то, то есть, я там как сумасшедший там бегаю по 10-20 километров на дорожке, куча там подтягиваний, еще чего-то, то есть, я со штангой реально мало, практически не был знаком в то время. И вот с ней стал знакомиться вот непосредственно только когда вот про кроссфит узнал. То есть и так тебя тяжело воспринимают, а еще когда вдруг началось в зале, что я 400 метров несусь, подбегаю к штанге, там 120 килограмм, там 10 тяг каких-нибудь становых, потом какие-нибудь там 20 подтягиваний, обратно бегу, там люди, ты что делаешь? Я начал сам заниматься, и, соответственно, я это транслирую людям сразу же, да. То есть, когда мы начали учить взять там на грудь, да, я говорю, я не умею, я буду учиться вместе с вами. Я первый раз штангу начал поднимать. То есть я пришел, сказал, я все знаю, сейчас я вас научу. Нет, я говорю, я не умею, но мы меняем. Все. И это, говорю, уже все, это ушло. Делаем вот такое. Нельзя, Олег, стоять 3 секунды больше. No рэп, не считается. Слезай, no рэп, нельзя. Смена, нельзя, смена. Нельзя стоять, нельзя давать. Нельзя слезать, только висеть. У нас не было ни зала, ни блинов, ни штанг нормальных, ничего. Все было качковское, знаешь, вот блины с дырками, вот эти штанги железные, все это полы, на которые бросать нельзя, то есть это crazy. Перекладина какая-то, выходы на кольцах я делал, это видео есть в бронежилете, на стропы муравей, кольца вот эти вот мои дедушкины висели, стропы муравей и перекладина вот так, что если не попадешь, то и в башку устоишь. Ну, не приспособлен фитнес-центр для этого. Все, и мы начали заниматься. Про соревнования вопрос встал. Первые соревнования были... Вообще этапность соревнований в России в то время была... Это первые соревнования Рибок организовывал. Они были то ли в школе какой-то маленький зал. Нам давали за участие только, нам давали тогда по тем меркам, это мечтать невозможно было. Вот эти вот зигзаги. Зигзаг, вот такие вот кроссовки Рибок с желтой подошвой, черные, я их в Мексике оставил, когда отдыхали 3 года назад. То есть сколько лет они прожили, это были святые кроссовки, их можно было одевать без того, чтобы расшнуровывать, ходить босиком, все. И это были прям соревнования, вот такой площади мы соревновались. Потом были соревнования, в 2012 был кроссфит «Столица». Куда приехало, кстати, довольно много ребят и парней, кто такой, как раз оказал потом дальнейшее первое такое импульсное на развитие кроссфита в России. То есть это приезжали парни из Казани, Марат Сахабудинов, Царство Небесное, просто недавно вот умер. Я его видел как раз. Вот они приезжали, кстати, вот на эти первые 2 соревнования, приезжали Марат Сахабудинов и Вадим Дарчинов. Но они тогда, я эти соревнования выиграл, но я их выиграл чисто на молодом здоровье. А они-то приехали на опыте. То есть Марат тяжелой атлетикой занимался, мастер спорта СССР, Вадим все это как бы уже изучал, то есть там те же самые взятия, они там замок, все там магнезия. То есть все где-то как-то занимались? Все случайно, да, не было комьюнити. А потом, когда объявили, что будут соревнования, все конечно, проявились. Да, через соревнования и через вот как бы такое вот первые вот эти активности, то есть стало больше и больше людей узнавать. Ну и, конечно, сумасшедший, скажем так, толчок развитию дал, когда именно вот корпорация Рибок, она с кроссфитом объединилась, вот тогда это был прям, взрыв. Первый чемпионат России это Рибок проводил же, правильно? Я так понимаю. Рибок, да, проводил, это был даже не по России, это была сеть национальных чемпионатов по всей Европе.
может даже по миру. Вот то, что ты выиграл, это же чемпионат России. Ну, он был такой же, точно такой же был и чемпионат Германии. Именно всё, точно понял. такой же, с этими же заданиями. Окей. И Германии, и Англии, то есть там целого ряда европейских стран, то есть точно такой же как бы чемпионаты проводились. В 2012 году компания CrossFit, именно CrossFit, решили заниматься продвижением, потому что в 2010 был подписан большой глобальный контракт с компанией Reebok, и контракт длился 10 лет. Вот в этом году, в 2020 в конце, он закончился. Вот. И компания именно CrossFit занималась продвижением. Был такой тур по городам Европы, там разные были, и в том числе была Москва. Ставили как раз через представительство вот эти контейнеры красные, первые, именно CrossFit, на них было написано Reebok CrossFit, и проводили чемпионат именно по кроссфиту, по вот этим европейским странам. Они присылали задания, их никто не знал заранее, но... То есть чемпионат России не называли, как-то вот так, не позиционировали? Он не был именно просто чемпионатом собой, России. Да, это был вот кроссфит чемпионат в Москве. Потом кроссфит-чемпионат, я честно не помню города, по-моему, в Берлине был, еще где-то. Потому что не было вот этой практики, таких сроудаунов, как потом стал развиваться этот вид спорта. Хотя это, конечно, не спорт, это вид фитнеса, а кроссфит — это зарегистрированная торговая марка. Где ты готовился к этому? Прям в фитнес-клубе, что ли? Где готовился? Да, вот ты узнал, что будет чемпионат России там. На тот момент я работал в Солнечногорске, есть такой клуб Fly Fitness, и, наверное, можно сказать, что последний год подготовки именно, где-то с 2011 года, прошел именно вот в этом клубе. Там тренировался, там готовился. А на каких снарядах-то там? Грибные были все? Или... Ничего не было, ничего не было? Грибного не было, то есть была штанга, которую нельзя было там бросать, были там турники, все у нас, по сути, все остальное, ну, все-таки был уже какой-никакой, то есть пусть небольшой, но опыт практически там 2-летний занятий кроссфитом. И я уже более-менее там под себя там понимал, что мне нужно развивать для того, чтобы, опять же, имея там опыт занятий в предыдущем виде спорта, я понимал, как мне надо там выстраивать программу, чтобы, ну, плюс-минус добиться успеха в предстоящих соревнованиях. Ну вот ты где узнал программу соревнований? Она и была неизвестна. Неизвестна. Программа соревнований была неизвестна, я просто понимал, ну, как это всегда, то есть в кроссфите, условно говоря, там выделено 10 качеств, но пусть, если там мерить параметрами, которые там в российской физической культуре приняты, то есть сила, скорость, координация, выносливость, гибкость. Я понимал, что мне нужны там определенные показатели, условно, в этих качествах, ну, там, не хватает мне сил ног, ну, приседаю фронталку, условно говоря, там, 5 по 5, там, с там, линейной прогрессией, там, пытаюсь выстроить себе какой-то цикл. Пошел по простому пути, я быстренько промониторил все предыдущие соревнования, американцы уже до этого поехали по Европе, и примерно я уже видел, что они давали. То есть они до того, как приехать к нам, за 2-3 месяца они уже проводили турниры в европейских странах. С такой же программой? На том же оборудовании? Практически примерно была одинаковая программа у всех. И уже было понятно, какие движения будут, примерно понятны. Поэтому, в принципе, просто брал, делал. Ну где готовился так вообще? Да, фитнес-зал, обычный фитнес-зал, обычные тяжелые диски, которые проламывают стяжку, потом ремонт приходилось делать. У меня, когда увидел директор, он в шоке был. Значит, там был один из комплексов, нужно было сделать 30 подъемов штанги над головой, 60 килограмм. Но, естественно, никто там аккуратно не клал, я ее бросал. Пробил стяжку, там такая дырень была, и мне сказал после этого, что директор, давай-ка мы с тобой сделаем зону кроссфита. Соответственно, сразу же, не задумываясь, я ищу всю информацию, прохожу отбор и выступаю на этих соревнованиях. Занимаю 5-е место. Ты 5-м занял? 5-е место я занял в общем зачете, как раз вот Даня Шохин выиграл этот турнир, и по сей день носит звание чемпиона России по кроссфиту. Первого. Получается, на первой России-то и не было каких-то снарядов, которые ты не готовил. Например, лыж там не было, лыж не было, байка не было. Это все пришло гораздо позже, но для первого чемпионата это все, что там было, это более чем достаточно. Вот я это имею в виду. То есть там был большой арсенал движений, там был и бег, и толчки штанги, и рывки, и подтягивания, и броски мяча, и гребля, и бурпи, и двойные прыжки на скакалке. То есть вот целая куча движений, то есть, ну, была. Я имею в виду, что в залах все это оборудование было, и вы могли к этому готовиться? Ну, практически все, то есть у кого-то, может, не было мечей, может быть, у кого-то не было там колец, это может быть, то есть у кого-то там не было, может быть, там грибных, то есть у меня вот не было грибного. Но в целом, как бы, более-менее можно было, как бы, подготовиться к этим соревнованиям. Как считаешь, вот если взять тебя того
и выставить сейчас на соревнованиях на нынешнем чемпионате России? Да нет, это не... Какое-то место бы занял? Ну, не знаю, там в последний третий, наверное. Последний третий? Ну, это же небо и земля, это вообще разный уровень и подготовленности, и просто уровень соревнований. Просто сейчас настолько, ну, все быстро развивается, то есть посмотреть, жизнь вообще быстро меняется, быстро развивается. Сейчас бы ты бы не стал первым, ты бы стал последним. Да нет, ну, конечно, нет. Не, если брать типа сейчас атлетов, которые сейчас, ну, конечно, нет, это нереально. Да. Я себя-то не выиграл бы даже сейчасшнего, то есть я такой, какой я сейчас, то есть я тем, скажем так, теми кондициями, которые у меня были, я не могу себя выиграть, потому что я сейчас по всем параметрам лучше, чем был тогда, по всем абсолютно. Но вот с сегодняшних дней, когда ты вот те времена вспоминаешь, какие эмоции от того времени? Смотри, вот они эмоции. Ну, вот кайфово, мурашки. да? Это было не стопроцентное вовлечение, это было какая-то... Романтика? Вот когда ты первый раз знакомишься с девушкой, ты понимаешь, что ты женишься, ты никого рядом ничего не видишь, ты вот только вот все, она сама, она, ну просто, она вот богиня. И вот так, наверное, и здесь. Это было, ты жил этим, ты... Скакалка, ты сидел, изучал интернет, как эту скакалку заказать, там кучу скакалок этих ты заказывал, потому что ничего не было, вообще ничего не было. Мяч набивали скотчем, да, чтобы мяч бросать, мы реально делали это оборудование. Когда ты эти этапы проходишь, и сейчас видишь, что у людей есть, был момент такой вот очень значимый для меня, когда уже через 4 года клуба, то есть, да, я начинаю готовить кого-то. После открытия клуба, да? Да. И насколько они быстрее прогрессируют. Да потому что у них все было. И уже и методика есть. У нас не было методики. Ты приходишь, простой комплекс отжимания, становая тяга. И погнали. Вот, а сейчас я сделаю. Начинаешь шарашить, и тебя выносит. По 4 раза этот комплекс в день делал. Вот я пришел, думаю, да что ж такое, ну, ерунда какая-то. То есть почему так рубит-то? Уходишь домой, анализируешь, приходишь опять как баран, опять, ну чуть-чуть. Ну а действительно, вот где тогда информацию брали? Нигде, все через вот все. И была такая, у кроссфита нет методики. Это была жестко у всех логика. Да, вот все говорят, у кроссфита нет методики, просчитать нельзя, зубы стиснули и поши. Вот так все и работали. А сейчас я его раскладываю по времени. Это, вот, знаете, как фильм, наверное, какой-нибудь там вот, когда уже матрицы такие, да, и ты вот понимаешь, я говорю, стоп, продышись, 2 выдоха, раз, все, пошел дальше. То есть уже чувство пошло, И да? я уже знаю, что я ему на 3 повтора больше он у меня сделал. А 3 повтора в нашей ситуации, это по 100, по 150 мест на опенах. Когда звучало больше, это элитная система физподготовки, которую используют спецподразделения, атлеты. Вот эта чушь была там из наших уст, да, постоянно мы это произносили. И свято в это верили на самом деле. Вот как бы говорили и верили, вот просто посмотришь в глаза и не увидишь там лжи. То есть, Ну вы и не обманывали, получается? Не обманывали, но другое дело, что это ведь всегда вопрос глубины восприятия. Глубины восприятия, потому что можно это говорить и считать, что каждый человек реально обязан делать выходы на кольцах, рывки в сет и что-то там еще, да, или же считать, что да, людям в качестве оздоровительного тренинга, конечно, вполне можно и нужно выполнять разнообразные сложные многосуставные движения, но для всего нужна прогрессия. Прежде всего, тестирование и готовность опорно-двигательного аппарата, двигательный опыт, ограничения и потом уже подбор упражнений. Тогда мы всего этого не знали. Тогда вот мы верили, что если выполнять многосуставные движения, они функциональные, интенсивность это вот то, что там добавляет вкуса, и как бы магия происходит, все происходит хорошо. Да? И Глассман об этом говорил. То есть мы вот читали там какой-нибудь кроссфит-журнал, но вот же написано. Свято в это верили и делали. И как мы выжили, это просто чудо какое-то, если честно. Ну, то ощущение, что ты крут, когда ты выложился полностью, ты крут. Мы тогда, правда, еще не понимали разницы между тем, что мы делали настоящим кроссфитом, то есть просто бомбили, и это было, наверное, год-другой, когда ты просто погибаешь и думаешь, вот это круто. Только потом, когда ты уже разобрал методику, когда ты знаешь, что делаешь, когда ты знаешь, что прежде всего ты должен делать технично, потом только интенсивно, ты еще больше начинаешь кайф испытывать, да, то есть, во-первых, ты делаешь это красиво, во-вторых, ты делаешь это на пределе своих возможностей, ты раскладываешься полностью, ты показываешь лучший результат, потом уже вот это приходит.
Но первое, конечно, это драйв просто от того ощущения, которое ты получаешь, выложившись. И, наверное, еще не менее важно от того, что ты понимаешь, что товарищ, который рядом с тобой лежит, он испытывает те же чувства, ему не надо рассказывать об этом, а он тебе не будет этого рассказывать. Проблема же вообще, в принципе, вот в мире, да, наверное, во многом в том, что люди эмоции друг другу тяжело передать. Ты приходишь на концерт, да, один испытывает там одни эмоции, слушает там одну песню, другой по этой же там песне по-другому, может быть, вообще ее не понимает. Надо рассказать, вот, а ты что чувствуешь, а я чувствую вот это. А тут вы оба валяетесь, вы молчите, но вы знаете, что тот чувствует то же самое, что и ты. Класс. Вот эти ошибки, которые я собрал, да, они мне позволили выступить потом в главной роли как тренера, чтобы мои подопечные, я горжусь тем, что у меня нету у подопечных травм. У меня настолько предчувствие, где может вот это щелкнуть, настолько заходит девушка, да, я вижу, что у нее минус 500 грамм. Она 52 килограмма весит. Мат-перемат здесь стоит, да. Я говорю, на весы. Да, забыла поесть. Я говорю, ты пришла ко мне на тренировку, я не буду с тобой заигрывать. Я тебя 3 часа здесь буду убивать. Вперед жрать. Вот ела, я вижу здесь, как она ест, и через час она заходит, тренируется. Сразу водичек получше. Нет, полный ладонь. Как штанги. Вот и все, и пошла. В фильме же что самое главное? Драматургия самое важное. Сценарий. Все, работаем по сценарию. Сценарий написан давно. Джеймс Камерон его шлифанул чуть-чуть. Это, в принципе, как раз его изменение. Я хотел сразу делать. Вот он мой соперник на опенах. Мы в одной возрастной группе. Время летит. Ветераны. Сосёк. Ну, на 2 сделал? Нормально? Ага. Самое сложное, это, конечно, не тренировки. Хотя и тренировки тоже сложные. Самое трудное, как и в штанге, при подготовке к соревнованиям было восстанавливаться. Когда уже в тяжелой атлетике профессионалом становишься, то, в принципе, все боли, они какие-то такие изученные. С каждой из них знаешь, что делать. Сейчас, делая кроссфит, готовясь к опенам, заболело все. И некоторые старые методы, они уже даже, их не хватает. Поэтому пришлось подключить все, что делают ребята, все, что есть на рынке. И кто за мной следит, видят там постоянно в моих сторисах там и всякие штаны, которые лимфодренажные, там и физиопроцедуры. И сейчас не ленюсь, езжу прям в физиокабинет и все делаю. И массажи подключил, и витамины подключил. И вот от наших товарищей Impulse Device подключил тоже массажный пистолет. И знаете, у меня не первый, у меня уже был такой подобного плана пистолет. И я вот
удивляюсь, насколько вот такие вот элементарные, кажется, на первый взгляд, технологии, они могут облегчить жизнь спортсменам. Потому что вот сейчас не совру, и каждый день тренирую эту скакалочку, убиваю икры, возвращаясь, начинаешь их приводить в чувство, бедра, плечи. И, наверное, вот без таких вот вещей, они на первый взгляд, кажется, ну, неважные, но в совокупности они, конечно, дают хороший результат. Для меня, как я его оцениваю. Поэтому, если бы вот всего этого не было, даже до того уровня, который вы вот сегодня видели, я бы 100% не дошел. И те, кто разбираются в той же самой гимнастике, видят, как я зажимаюсь, потому что вес большой, плечи зажаты, и, в принципе, здесь одним массажем, даже массажем там 2 раза в неделю не обойдется, поэтому ходишь туда, а дополнительно сидишь, вот все это готовишь, не спеша проминаешь. Поэтому такие вот маленькие вещи, они делают очень большое дело. Ну, я так понимаю, мы находимся в Мекке российского кроссфита, да, дискучный сад. Здесь, да, дискучный сад парка Горького, компания Adidas как раз Group, когда еще возглавляла Мартин Шенкланд, они купили 2 дропбокса, где там было написано CrossFit. Вот эти красные, да, один из контейнеры, контейнеры, которые были оборудованы всем необходимым для занятия. Вот в мае месяце было принято решение сюда поставить и начать бесплатные тренировки. Если честно, мне не особо верилось, что они вообще пойдут, потому что о кроссфите никто не знал. Но с учетом того, что они бесплатные, и все-таки была какая-то реклама и по телевидению, и по радио, по-моему, и даже в каких-то там газетах. А кто это продвигал на радио и телевидении? Сама компания, Adidas. Adidas, как бы Adidas Group, сама компания, но именно в частности Reebok. Вот это место подо что было открыто? То есть его основная цель? Его основная цель была это проведение бесплатных кроссфит занятий. Знакомство людей со снарядами? Ну, не то, что даже знакомство людей со снарядом, а знакомство людей вот с этим видом спорта, с этой дисциплиной. Ну, с дисциплиной, да. Да, почему? Потому что туда входили довольно-таки сложные виды спорта, как тяжелая атлетика, как и легкая атлетика. И всему нужно было людей обучать, плюс гиревой спорт. Знаний у меня было тогда не супер много, но я как бы дорабатывал. То есть я ходил и на секцию тяжелой атлетики, ходил также на секцию гиревого спорта, пытался заняться даже джонглированием в гире. Да. Вот, и как раз первый рассказ про тяжелую атлетику, это было у меня, по-моему, от Димы Клокова. Да. Это знаешь, когда было? Это было, помнишь, тогда я американцев привозил, это, по-моему... Кроссфит-базе, да. Да-да-да. Вот там. Как раз ты мне показывал углы, как, что, куда. Интересно. Да. Говорим, как будто это было фиг знает когда, но это и было, наверное, фиг знает когда, да? Но теплые воспоминания лично у меня остались. Вот. Скажи, пожалуйста, вот по видео, которые с этой площадки, видно, что народу действительно было много. Вот это... Почему так их было много? Из-за того, что телек был? Или действительно сразу зацепило? Нет, или тренеры, или что? Это не сразу зацепило. Скорее всего, реклама, интерес к новым видам спорта, плюс бесплатные тренировки. Очень качественные тренировки на самом деле были. То есть вы прям работали? Да, работали много. И вплоть до того, что у нас, по-моему, в июне месяце у нас уже доходило до 200 человек на тренировки. То есть, соответственно, как бы мы всех сразу не тренировали, разбивали их по группам. И кто успел записаться, тот успел, кто не успел, соответственно, как бы... Хейта много тогда было вокруг кроссфита? Вот как ты сказал, мне ребята рассказали, я как-то, ничего себе, убивать себя. Очень много было, да. Многие люди не понимали, многие люди говорили, кроссфит это та же самая деревня, где ты возишь тачку, бросаешь землю, то есть почему вам не поехать в деревню, а за это нужно платить деньги. То есть идите, занимайтесь вот так вот. Но в итоге это разрослось вот прям вот в классное сообщество. Так. Когда я входил во всю эту историю, а это где-то 13-14 год, даже тогда все воспринималось очень в штыки, посадить из сердца, полная дурь, чистая коммерция, бабки. В 7-м году как это все воспринималось? Также? Ну, действительно, во-первых, у нас большая, так сказать, плеяда атлетов, не сказал бы, чтобы из Советского Союза, но которые как бы вот на себе вот несут, которым очень важно заявить, что это наша круговая тренировка, а это как бы американцы все у нас украли, там, что-нибудь вот в такой как бы струе. Я был просто потрясен. Вот так сложилось, что где-то в 2012 году я еду на автомобиле по Садовому,
И смотрю, ну, рекламные щиты, вот эти вот уличные, огромный экран, и я вижу на этом экране, как ребята и девчонки прыгают на боксы вот на такие, поднимают штангу, после подъема штанги опять прыгают, потом прыгают на перекладе. Это что такое? Что это такое? Я не понял. Я говорю, и вот со мной было 2 человека в автомобиле. Я говорю, я вот этой темой буду заниматься 100%. 12-й год. Я даже не знал, как она называется. Говорю, это что? Это надо найти. Я сразу полез там шарить, так сказать, там в интернете и так далее. Нашел. Не помните, от кого он был? Кто это выставлял уже? А это было, да это, по-моему, была от Рибока история, на самом деле. Скорее всего, так оно и было. Это как раз один из первых, если не вообще первый ролик, вот так, как ролик, рекламный на тему кроссфита, на самом деле. Первая реакция была предельно позитивной, хотя, если честно, ну, может быть, не вот прям сразу, навскидку, а чуть-чуть по прошествии какого-то времени, когда начинаешь углубляться в какие-то более глубокие оценки и методики, и всего остального, там появляются какие-то критические оценки, но в целом, я говорил и повторяю, имя Грега Глассмана, на мой взгляд, должно быть золотыми буквами вписано в историю мирового фитнеса и спорта, потому что он сделал вот этот спорт общей физической подготовки самодостаточным направлением. Дальше это уже вопрос, что называется, техники исполнения, так сказать. Он наверняка будет претерпевать, еще поговорим об этом, какие-то модификации, изменения. Но как первооткрыватель, как человек, который вот так сумел привлечь внимание вот к этой абсолютно фитнес, абсолютно бизнес-истории, на самом деле, внимание большого количества людей, это заслуживает глубочайшего уважения и не заслуживает абсолютно того, что в итоге с Грегом Глассманом случилось. Да. То есть первая реакция была абсолютно позитивная? Позитивная, абсолютно позитивная. В чем гений Грега Глассмана? Гений его с точки зрения того, что он сделал с программой, он же ничего нового не придумал, да? Он все это оформил, собрал, скомпоновал, дал теоретическую часть, да, и дальше он как-то это все толкнул в мир, и оно как-то начало развиваться, да. Но, как мы все знаем, для того, чтобы запустить бизнес и для того, чтобы его довести до высокого уровня, нужны разные навыки. Да, и вот Грег Глассман именно вот как идеалист, да, он был нужен на начале зарождения. На мой взгляд, его гений в том, что он умеет сложные вещи сказать так, что они сразу у тебя в голове становятся понятными, да. Ну, потому что, грубо говоря, там постоянно варив социальным движением выполняем с высокой интенсивностью. Ну, почему никто раньше этого не мог сказать? Да, или что такое подготовленность? Да, это ваша работоспособность широких временных и модальных диапазонов. Да, это вроде бы сложно, но он и это сложное раскладывает на такие простые вещи, что это становится очевидно и понятно человек, который пришел с улицы и не знает, что такое кроссфит. Вот. И в этом его уникальность. Значит, когда Глассман сформулировал вот эти принципы, они не безупречные, там можно спорить вокруг них, но в то время, когда, то есть это, по сути, когда сайт они открыли, там 2001 год, вот эти вот начало 2000-х, да, когда все это начало развиваться, это было революционным, потому что он дал обычным людям в формате какого-то оздоровительного рекреационного тренинга движения из разнообразных видов спорта. Прежде всего тяжелая атлетика, гимнастика, легкая атлетика, там, гиревой спорт и что-то еще. Там другое дело, в каком виде это было, но тем не менее люди внезапно поняли, что они могут не на тренажерах там сидеть, да, там делать какие-то там скручивания, чтобы не изоляцию только делать, а делать то, что делают настоящие атлеты. Ну и себя, соответственно, тоже вот постепенно считать тоже такими вот атлетами, да. Он это сделал и принес еще это в групповой формат тренировок, что важно, да, групповая динамика, которая и мотивировала людей, и создавала вот этот соревновательный аспект, который потом выродился уже там в геймс и во все прочее. То есть в этом была революционность. Вот эти атлетические движения в рекреационном тренинге. Ну и плюс сопутствующая этому интенсивность, потому что это все равно ужатый формат там и так далее. Где вы набирались опыта вот касаемо всего? То есть вы прошли соревнования, вы поняли, что эта тема начинает набирать обороты, что это уже серьезно.
Дальше, вот как эти моменты? Самая большая сложность... Вот ты сказал, например, штангу мы не поднимали, мы не знали. Я говорю, самая большая сложность вот у нас была, у тех, кто на заре всем этим начинал делать, отсутствие какой-либо информации. То есть таких простых моментов, как, вот, я скажу так, мы узнали о том, что штангу можно держать в замок через 2 года. Серьезно? Клянусь. Мы вот с парнями там все уже, предплечья вот такие, все уже вылетают, там, да, там. И однажды приходит парень на тренировку, у нас там говорит: парни, я, короче, видел там видос, можно, вот, ну, прям дословно вот так вот. Большой палец, вот, давайте так попробуем, вот так положим. И мы все пробуем. Это просто как вот из святого источника попили. Попёрло, да? Ну, да, это такое знание прям. И все, сразу у всех веса, там все. То есть, и откуда дальше начали узнавать, то есть CrossFit.com, то есть какие-то упражнения, потом из видео, которые снимали другие атлеты, зарубежные в первую очередь, естественно, то есть от наших ты особо ничего не дождешься. Потом стали приезжать в Россию семинары проводить, левела типа, там, выдавать тем, кто смог экзамен сдавать. То есть какие тоже знания оттуда можно было получить. Опять же, все по-разному относятся к этим семинарам. Могу сказать следующее, то есть, чтобы там что-то воспринять и что-то полезное получить, у тебя должен быть хороший уже там бэкграунд, фундамент, 100%. То есть лучше профильное образование какое-то, там биология, там анатомия, биомеханика, потому что, конечно, они тебе за 2 часа это все рассказывают, то есть если ничего не было, а таких людей много приезжало. Скажу больше, вот когда приехал первый семинар, Планета Фитнес отправила, по-моему, 30 человек, своих тренеров? Да, тренеров туда, не сдал ни один. Серьезно? Ну, конечно. А тут такая тема, это что... специальная информация. Правильно, то есть специальная информация, специальный вид тренинга, то есть, ну, и ты должен быть вовлечен в эту историю, чтобы там адекватно ее воспринимать и понять. А когда там у тебя там знания ограничены, то есть, опять же, даже не знания, а закрытое сознание, да, то есть ты воспринимаешь, не знаю, сгибание-разгибание ног там в тренажере, там жим лежа, там и уходи на дорожке 40 минут, чтобы тебя там крупными каплями пота покрыло тело. Детский сад такой. Ну да, то есть такой, ну даже не детский сад, ну как бы вот как работают часто тренеры, или там раньше работали, сейчас все равно как больше знаний, больше развития, больше конкуренции. Но это неплохо, это просто цель разная. Это неплохо, конечно, нет, дело не неплохо. И просто я в той же Planet Fitness, когда занимался и уже начал двигать свой кроссфит, там показывать, то есть никто не воспринимал. То есть я был инструктором групповых программ, и на групповых тренировках стал людей примерно использовать эти принципы, там, строить таким тренировкам. Когда приезжал там фитнес-менеджер, говорил, так смотрел, ну, люди кайфуют, все, тренировка классно проходит, потому что если там ее нормально выстроить, это все организуемо, там 40 человек прыгают бурпи там какие-то, то есть они бурп никогда не видели, то есть у нас там фитнес-менеджер до этого смотрит, говорит, что это ты делаешь? Я говорю, а что, людям нравится? Ты когда на Level 1, на Level 2 ездил, там на Level 2, у тебя же все равно уже информация была о спорте, там, о силовухе, там, еще о чем-то, да? Она стоящая эта информация была или это чисто бизнес? Вот как ты это воспринимал? Как я это воспринимаю? Знаешь, ну, стоящая информация была... Я перебью тебя. Вот когда я приехал тогда в базу, где вот ты как раз с ребятами работал, относительно тяжелой атлетики я слушаю, и я понимаю, что это, знаешь, такой первый класс. А может быть, он и нужен, может быть, это и хорошо. Вот ты тогда как отреагировал на эту информацию? Знаешь, у них на что построение? Они дают тебе фундамент, они не дают тебе кучу знаний, да, они дают тебе азбуку. Чувак, начитай. Если ты хорошо прочитаешь, ты будешь классным тренером. Если ты так ее пролистаешь, то, как бы, конечно, ты не будешь этим. Поэтому здесь как бы не дают они большого количества знаний, они дают именно азы, то есть тот фундамент, на который ты должен положить свои знания, то есть взяв их откуда-то. Как я это делал. То есть я пошел на секцию тяжелой атлетики. Они мне не дали тяжелую атлетику. Они показали, что можно делать. Познакомили, так сказать. Познакомили, да. И обратная связь. То есть они очень классно воспринимают людей по обратной связи. Он подходит и, блин, классные какие у тебя кроссовки, чувак. Эмоции, давай, эмоции. Да. И он такой, блин, да у меня кроссовки классные, Да, сейчас у меня все получится. Вот они вот так ведут тренировки и свое обучение. Ну, молодцы, на самом деле, они прям... В целом, на самом деле, если сравнивать, ну, я как бы тоже на многих спортивных семинарах был, да, как бы Level 1 это один из, наверное, там, но опять же, я, возможно, предвзято это говорю, да, потому что как бы я это делаю, как бы сделал это миллион раз уже, да, вот, но это один из самых достаточно, ну, как бы, один из самых профессиональных курсов, это раз, да, продуманных, и как бы он постоянно совершенствуется, и второе, что нужно понимать, да, как бы аудитория семинаров Level 1 это общая аудитория. Там могут быть и люди, которые вообще как бы никогда не видели кроссфит, а могут быть люди, которые долго занимались тяжелой атлетикой, хотят открыть кроссфит-зал. Поэтому первое, и подача должна быть такая, которая закрывает общую аудиторию. И второе, мы даже на семинарах первого уровня говорим,
после того, как вы прошли семинар первого уровня, ваше обучение не закончилось. Вы только вообще познакомились с миром кондиционного силового спорта. И дальше для того, чтобы как бы вы должны знать, где у вас дыры, и идти дальше эти дыры закрывать. Ну вот 7-10 лет назад не было level 2, level 3, там вот уже были, потому что сейчас уже и level 4, насколько я понимаю, там и так далее. Вот в этом идет прогресс, да, то есть добавляются определенные левелы с более, так сказать, глубокой информацией. Но сам level 1, он как был, так он плюс-минус условно и остался, потому что это алфавит начальный класс, правильно? Все верно, вот да, так это как бы, да, это первый уровень, да, вот level 1 это познакомиться, да, понять, грубо говоря, что такое вообще система, методология, познакомиться с какими-то навыками, как тренировать людей, очень поверхностно. Level 2 это уже тренировка тренеров, да, мы всем рекомендуем, что для того, чтобы прийти на level 2, у вас должен хотя бы быть 9 месяцев опыта тренировки групп или людей. На level 2, 3 и так далее он заходит уже постепенно. То есть это нельзя сразу заскочить на 3. Ну, вот я, например, чисто теоретически можно. Можно, платишь и пошел, да? На level 3 вообще все очень просто. Level 3 это аккредитация, да, то есть, например, в Штатах это приравнено к тому, что вы можете идти и преподавать силовую и кондиционную подготовку в университете или в колледже. Да, сертификация, то есть, сертификация, да, то есть это как бы ANSI сертифицированный курс. Вот, поэтому и доступ... она признана, так сказать. Да, она в Штатах признана, да. Поэтому, грубо говоря, level 3, вы можете даже не проходить level 1, у вас есть какой-то глубокий опыт знания в силовой кондиционной подготовке, но вы хотите это как бы вот иметь еще level 3 для того, чтобы, не знаю, там в зале или как бы иметь более высокий статус преподавать, да, вот. Тогда вы это можете делать как бы другим путем. Так, вы можете подтвердить знания, как бы дальше там, на самом деле, достаточно объемный пласт материала, который вам нужно выучить, грубо говоря, для того, чтобы еще сдать этот level 3. А дальше приходите как бы в сертификационный центр, сидите за компьютером, 140 вопросов, 3 часа и сдаете. Ну, то есть, получается, остался level 1 в таком виде, как он есть, level 2 это для тренеров, да. level 3 это для сертификации, да. которая дает возможность работать, да, там условно преподавать. Четвертый есть? Есть четвертый уровень. Четвертый уровень, по-моему, еще даже в Штатах его не запустили. Его хотели запускать, потом случился ковид, и все закрыли. Четвертый уровень это бывший второй уровень, да, который как бы когда-то давно еще был сделан Грегом Глассманом. Да. Вот. Как он выглядит? Четвертый уровень все очень просто. Вы приезжаете, вам дают возможность провести класс кроссфит, возможность провести класс тяжелый день, да, когда мы занимаемся только там со штангой, да, или чем-нибудь еще, вот, когда именно только силовая работа. Вас оценивают 5 человек высокого уровня, и дальше вы как бы либо получаете, либо нет. Интересно. То есть это, грубо говоря, такое, знаете, признание того, что ты как бы высокого уровня тренер. То есть да, практика как бы, такая. Да. Интересно. Я, знаете, пытаюсь вот представить, как выглядел этот квест 10 лет назад по открытию зала, потому что где покупать оборудование, какое, каких производителей, вряд ли в России это еще было налажено, какие-то местные бренды. Как продавать кроссфит людям, которые не знают ничего о кроссфите, плюс по ценникам, которые выше фитнеса. Вот можно немножечко об этом рассказать, потому что вы первый были, кто с этим всем столкнулся, и все последующие, они уже на ваших примерах шли по вашим как бы тропинкам, да, поэтому как вы это все делали и реализовывали? Ну, на самом деле тоже Грег Глассман все это написал у себя, и вот как он написал, так это и случалось, хотя я тогда еще этого не читал. Все постепенно, и, естественно, когда ты тренер и начинаешь только какую-то методику использовать, ты ничего не знаешь, и ты не можешь группу тренировать. Даже если бы у меня была возможность набрать группу, я бы ее не повез, не вывез. Один человек пришел, второй пришел, ты понимаешь, какую прогрессию кому дать, как использовать логистику, как использовать возможности зала. Сначала это вот этот паркетный, танцевальный, а потом еще одна очень, ну это, как говорится, если ты сам хочешь и упираешься, тебе всегда везет. Еще одна точка, где нам очень сильно повезло, как раз тогда CrossFit подписал контракт с Рибоком, а Рибок со своей стороны для того, чтобы продвигать кроссфит, начал раскидывать, в кавычках, наверное, контейнеры с оборудованием
по всему миру. И вот в том числе один из контейнеров таких достался нам. Сейчас он в Красноярске. Тогда он пришел к нам, и мы на улице стали тренироваться. Хотя до этого у нас был паркет, и была еще одна, так скажем, воркаут-площадка. Вот, когда ты зал открывал, ты пробовал? То есть это твоя была какая-то попытка захода, или ты понимал, что ты точно делаешь? Потому что часто такое ощущение, что люди не понимают, что делают. Вот на этом романтизме каком-то, Вот. знаешь, на кураже. Дим, могу сказать, были розовые очки, но не буду. У тебя сказать. тоже? Да. Мне когда говорили, напиши бизнес-план о возврате инвестиций и все остальное, я вообще не понимаю. Чуть не написать, я тебе отвечаю, что будет. Все получится, понимаешь? Я костями лягу, получится. Говорит, это очень убедительно, хорошо. Я вот так вот, да. Тогда было попроще, потому что был более наивный. Вот это вот точно. Я нырнул в эту прорубь, условно, не глядя, вот, ничего не умею, не знаю бизнес-процессов. Что нужно? Открыть юрлицо, погнали, там, ищем помещение, давай. Вот такое, это все было, вот, все ради того, чтобы было свое. Вот это вот был некий такой мираж западного успеха. Вот, казалось, что сейчас мы откроем, у нас тут будет даже круче, чем в США. А что тебя зацепило вообще в самом начале? Слушай, ну я всегда был такой сторонник такого не фитнес-тренинга, так скажем, да, не размеренного тренинга. А если ты тренируешься, то выкладывайся там, выжимай соки из себя. А тут такой раз, вот, то есть опыт карате там дался, да, карате было, да, вот, занимался кудо некоторое время, вот, соответствующие друзья и соответствующая вот такая вот атмосфера, вот, сообщество. И из этого всего выросло прям желание иметь свой клуб. Что бы то ни было, вот. Тем более была вот успешный пример западной модели, там, да, который, теперь я понимаю, совершенно не переносится на наши реалии. Скажи, пожалуйста, вот в то время оборудование какое было? Вот была рама, то есть по оборудованию... Просто в то время не было столько оборудования доступно, Вообще не сколько было. Я все сейчас. Роговское взял. То есть Вот. я настолько брал... это самый оснащенный зал был уже тогда. То есть я понимал, что я не могу открыть зал. Альтернативы Рогу не было? Не было никакого. Юстил только начинал. Ну, и чуть там, позже даже. да, рокаут. Вот нам вот раму эту рокаут ребята сделали. Почему? Потому что это единственные ребята, которые сказали, мы сделаем в твоих цветах. Юстил говорит, вот есть черный, бери черного. Я не понимал, но если я хочу, ну там черно-оранжевый, это мои цвета, то есть я все хотел сделать так, как я хочу. То есть не просто, это есть, давай возьму. Что касаемо оборудования, да, никто не знал, что покупать. Мы взяли на деньги наших партнеров элейка-штанги, и только потом поняли, что мы на эти деньги могли бы купить целый зал других, всяких, с другим оборудованием, со всяким, в том числе и со штангами. А какие-то штанги покупали дешевле, они прям рассыпались. И только потом постепенно ребята, вот, ну, тогда уже, да, у нас до сих пор, на самом деле, одна компания, которая, я не знаю, это, наверное, реклама будет, да. Может быть, их несколько компаний, но у нас есть одна очень хорошая компания, которая делает инвентарь прямо для кроссфита, Юстил, и мы всегда с ними партнеримся для всех соревнований, и они работают вот в том направлении, чтобы оборудование было прям идеальное под нас, потому что очень много до сих пор, на самом деле, вот вы спрашиваете, до сих пор приходят люди и просят, помоги организовать кроссфит-зал, давайте, но ясно, что это работа, это будет стоить столько-то, я беру на себя вот такие-то обязательства, вот такие-то гарантии, да, за такие-то деньги я сам куплю, он мне говорит, я говорю, ну ладно, покупай, и потом через полгода пустой зал, почему? Ну, в другом городе, я приезжаю и к ребятам подхожу, а что вы туда не ходите? Ну, невозможно это предусмотреть. Либо насечки, да, на штангах, которые разрывают руки за 3 повторения, либо широкий турник, либо турник без напыления, который ты в принципе не можешь держаться, да, ты только можешь строго подтягиваться, как в тренажерном зале. И вот таких мелочей огромное количество. А люди не понимают это, и на самом деле не понимают даже те, кто инвентарь предоставляют. Вот они везде рекламируют, они понимают, что это тема, что мы можем там нажиться, рекламируют кроссфит, мы продаем оборудование по кроссфиту, приходите, посмотрите. Я прихожу, смотрю, а оно не пойдет. Это неиспользуемо у нас. Ну вот вы много ошибок наделали при открытии зала? Ну вот, наверное, самая большая это элейка. А все остальное, ну, все-таки нет. Те ошибки, которые были по поводу инвентаря, он на самом деле был дешевый. Когда он разрушался, нам это не столько стоило, чтобы об этом жалеть. И
нас очень быстро это научило, что нужно работать только с теми, кто специализируется на кроссфите. Я, кстати, помню вот эти времена. Больше никаких проб не делать, если тебе не дают это бесплатно. Те, кто начал в кроссфит входить по инвентарю, они это тоже поняли, стали предлагать бесплатно, ты пробуешь, если что-то идет, ты говоришь, да, ребята, мы вот это можем у вас купить, а вот это вот заберите или вы выбросите, как хотите. Я вот помню те времена, мне кажется, для многих кроссфитеров важно было именно на роге тренироваться, потому что я вот помню такие моменты, когда вот, типа, если не рок, то это даже не кроссфит. Дим, ну знаешь, это... То есть кроссфит это и есть рок. Нет, Дим... и как будто мы заглянули в будущее, знаешь, потому что сейчас вот это рок Invitational и так далее, как-то он зашел уже. Дим, ну понимаешь, просто какая ситуация, когда там уже все настолько развивалось, и американцы, мы все знаем, какие, отдадим им должное. Это люди, которые четко понимают, что они делают. Да? Если они что-то делают, они это развивают, раскручивают и все. Когда у тебя нету альтернативы, там, да, никакой, понятно, что есть рок, да, о котором ты все понимаешь, то только его хочешь, да, то есть рок. И нету другой, мы не могли, самое что было, ну илейка нереально было, да, там закупить 40 грифов илейка, даже по тем ценам, то есть, ну это открытие зала, то есть 40... Скажи, а вы вот рок начали завозить сами как частники или кто-то взялся? Я попросил человека, заплатил ему, как сейчас помню, там $2000, он мне все оформил. И мне первый груз пришел. Я заказал очень много рога. И опять же, это не от того, что я именно рог хотел. Вообще никого не было на рынке. То есть я ходил, смотрел грифы, вот эти грифы, которые не по стандартам, то ли 17 килограмм, то ли 18. Каждый этот продавал там фитнес-компания там по продаже оборудования. Я его на 100 килограмм поправил этот, он раз согнулся. То есть, да, мы, понятно, хотели, чтобы мы были лучшими, потому что оборудование позволяет нам быть лучшими. Когда ты вот, ну, на таком вот тут слепил, ты все равно не можешь на полную отдачу. Но от того, что мы лепили, мы настолько ценим наше оборудование, оно до сих пор все как новое, да. И второй момент, когда ты, извиняюсь за выражение, на говне вырос, и потом тебе дали Феррари, да, то есть ты обгонял всех на Оке, а тут тебе дали Феррари, понимаешь? Даже до сих пор, вот сейчас Нубул подписал контракт с кроссфитом, что они будут партнериться 3 года как минимум. И читаю статью Morning Chalk, по-моему, и они пишут, что один из плюсов в том, что кроссфит комьюнити любит быть упаковано по-кроссфитовски, там какими-то терминами своими, но смысл в этом. То есть мы не просто фитнес-энтузиасты, который может купить одно, там обувь одну, майку другую и так далее, а мы, даже если это разных фирм, но только тех, кто поддерживает кроссфит. Поэтому вроде как это для ноутбула очень большой плюс, и они должны подняться, несмотря на то, что там им надо выплатить огромные суммы в качестве призовых. А в смысле рок, ну мы-то поняли сразу, как раз опять же, возвращаясь к Илейко, что дело не в конкретной марке, а в практичном применении вот того, что у тебя есть. И мы на самом деле не могли себе этого позволить. В Москве многие позволили тогда себе. Но я помню, что раньше, да, рок в Москве у одних, у вторых, у третьих. Нифига себе круто. Я ходил в Планету Фитнес, ныне почившую. Вот, и там была как раз открытая тренировка по кроссфиту. Ну, я попробовал, естественно, как обычно, человек чуть не умер. Там уже зона просто была какая-то? Нет, зоны не было, они что-то расчистили, пришли люди какие-то, сказали, ну давайте открытую тренировку по кроссфиту. Ну, за неделю объявили, люди записались, все, мы что-то поделали, там бёрпи попрыгали, а потом 15 минут на полу сидел. То есть они круговую тренировку назвали кроссфит? Ну, они там показали движение, да, ну как полагается, какая-то разминка была, потом какой-то комплекс. Ну, какой год? Это конец 2012 года. Конец 2012 года. Да. Ну а дальше все просто. Я думаю, что за зверь такой кроссфит? Ну, зашел ВКонтакте, да, смотрю на какие-то паблики, подписался, смотрю, ну и какая-то движуха идет, что вроде как тема интересная, все развиваем, оборудования нет. Я думаю, что такое, почему оборудования нет? Начал смотреть, какое оборудование, да, и оказалось действительно вроде простейшие вещи, рамы там функциональные, а никто не производит. А где вот информация как раз по необходимому оборудованию была? То есть, вот, например,
там спортсмены как-то в Америке поднимали, вы понимали, что на нашем рынке вот этого нету? Или как вот Ну, этот... Там же все очень просто, да, то бишь заходишь в комментариях пишут, так, ну классно, ну вот где мне взять раму, а где мне взять бамперные диски, да. Тут же, ну вот, единственное, там начинают ссылки, вот такая-то компания возит Rock Fitness. Ты заходишь, так, Rock Fitness, ну цены. Зашел на сайт Рогов, смотришь, ну вроде ж просто профильная труба, сварили, сделали отверстие на лазере, там покрасили порошок. Кстати, я, насколько помню, вот эти времена для многих, кто вот такой, адепты кроссфита, для них важно было именно на роги поднимать. Потому что вот рог и рибок, и то, что вот они делают, это и есть кроссфит. Если это ты не в рибоке, то это уже как-то выглядит не очень. Если это не рог, то это было не очень. Вот как-то этого коснулись? Ну, я так опосредованно скользь, потому что я ни разу не был на тренировках в парках, которые еще проводились на рогах. Да. Они же, как, по-моему, контейнеров 5 прислали сюда, и эти контейнера по стране бродили. Я их не видел вживую, да, и я оборудование рог не видел. Мы уже сделали рамы, да, которые были тестовые, да, уже фоткали, но я это видел только все по картинкам. Интересно. Вот. Та рама, которая у нас в фитнес-клубе была, ну, есть такая компания Foreman, да, они тоже делали, и, в принципе, даже в зале Рибака, корпоративном зале, стояла рама Foreman. И, на самом деле, для меня был парадокс, что люди это сделали, абсолютно не разобравшись. Ну, то По бишь, картинкам? Они не поняли, зачем чередование широких узких отсеков. И даже в зале Рибака стояла рама, там были узкие отсеки по 1100. Соответственно, грубо говоря, если надо 2 человекам заниматься на стойках, там, присед, ну, все что угодно, они начинают грифами стукаться. А ваши первые рамы, они как, с ошибками были? Ну, таких не было. Я сразу посмотрел размеры. Я же вижу, там, дюймовые размеры, перевел их в метровые, ну, плюс-минус сократил что-то, округлил и сделал. А в плане покраски тоже уже понимание тоже было, порошок. Что? А у них же все написано по-английски, порошковая покраска. А, ну, то есть прям следовали по этой всей описанию, да? Вот. Ну, а первый раз я уже пощупал это, когда мы в 2013 году в парке Горького, уже я там вышел на Корягина, он говорит, что у тебя есть? Я говорю, ну, вот у меня есть рамы. И плюс еще бамперные диски, ну, еще без нашего логотипа. Все, мы рамы привезли, они привезли контейнер роговский, да, и, соответственно, на соревновательной площадке наша стояла, а там стояла роговская рама. И там я уже пощупал. Ну, там были некоторые различия, да, которые были в пользу рогов. То есть у них краска такая, ну, более была шершавая, да, такая, ну, удобнее, грубо говоря, подтягивается, да. Ну, мы к этому тоже пришли потихонечку, тоже подбирали. Почему Юстил? Откуда это название пришло? Ой, Юстил, ну, у меня, в принципе, фетиш такой есть складывать английские 2 слова в одно, и из этого получается какой-то бренд, да, то есть у нас предыдущая компания Mobi House, да, тоже мобильные дома. Ну, видимо, ну, вот я ничего более оригинального придумать не могу, вот. Ну, и тут как бы первая ассоциация, да, люди, которые соревновались по кроссфиту, ну, ты да, на них смотришь, люди. Да, они железные, они такие прям поджарые, да, не слишком, ну вот именно вот, ну, из серии «Как закаляла сталь», что они где-то вот пахали там, как кочегары, да, или там где-то в шахте вышли, и все там, пресс у них там накачан, грудь там, мышцы там все, трицепсы. И вот эта ассоциация, что остальные люди, да, и вот как бы ты сталь, и вот 2 слова английских, оно вот... Не, ну звучит хорошо, да, выглядит хорошо, да. Я на сайте на вашем посмотрел, и вот описание вообще, с чего компания началась, и вы написали, что мы начали, как вы сказали, с рам, потому что мы как бы в этом разбирались, у нас была возможность. И как бы зашли на рынок с этим товаром. А когда пришло понимание, что нет, надо все-таки вкладываться максимально и в производство, и в закупки, и в складские запасы, потому что рынок пустой, и надо, пока есть возможность, занимать лидирующую позицию, потому что в скором будущем это будет клондайк. Вот когда это понимание пришло? Ну, оно пришло практически сразу, но если степ-бай-степ, да, рассказывать, то конец 12-го я понял, что ну, надо садиться чертить. Я параллельно с основной работой чертил рамы. В апреле, да, уже когда рамы есть, и я их выложил ВКонтакте, люди там начали вопросы задавать. Прям через контакт? Да, вот. И получается, в апреле я понял, что нужны уже диски. Диски, ну, стопудово нужны. Все остальное там плюс-минус, оно есть на рынке, но дисков не было в принципе. Соответственно, я тут же там вышел на китайцев, да, каких-то через AliExpress, Alibaba, да, и спокойненько заказали мы контейнер дисков.
Вот. И он у нас уже где-то летом 2013 года приехал. Но это опять было не на уровне, окей, вкладываемся максимально, что возможно. Это опять какие-то попытки Ну, зайти на да, рынок. это называется полевой маркетинг. Там ты пробуешь, смотришь, заходит, нет, продается, не продается. Ну, то есть я когда объявил, что у меня диски едут, то есть уже люди, не глядя вообще, просто слепую какой-то человек вообще откуда взялся. Был, да? Да, вакуум, и они начали покупать. Соответственно, мы когда диски привезли, уже стало понятно, что надо заказывать все остальное, да. Ну, там уже необходимо было просто в Китай поехать, потому что, ну, если диски еще можно было по картинкам, ну, и, в принципе, я удачно попал. То есть я попал на человека, который делал до того момента диски для рогов. Да. Потом я и к нему съездил впоследствии, и дальше все, я осенью 2013 года поехал в Китай, там проехал по фабрикам, выбрал одних, ну, более-менее с нормальным ассортиментом, и у них Но заказали это относительно первую партию. только оборудования тяжелоатлетического, или это и скакалки, и полебоксы, там, и мячи? Ну, это все было, Всё там вместе, да? чуть-чуть гирь, чуть-чуть гантели. Ну, Это то есть- был всего лишь один контейнер. Ну, то есть отмашка «закупаемся» в 2013 году была? Да, середина 13-го. Когда диски приехали, я понял, все, их покупают, я понял, что надо теперь полный ассортимент. Круто, круто. Да. И как этот контейнер первый разлетелся? Он быстро, ну, мы, получается, он уже в дороге был. Какой он контейнер, уже... кстати? Объем какой? 20-ка была, 20-очка? да. То есть мы привезли его перед самым Новым годом 2014 года. Он уже в дороге, там половина, наверное, продался. Он когда ехал, мы уже там второй заказывали. То есть, ну, уже было понятно, что это надо продавать, надо везти. Вот, Вообще для компании и для вас лично имеет ли значение то, что это made in China? Или все-таки есть и стратегии, и желание в будущем как-то вот на российский рынок все это производство перевести? Или, в принципе, Китай удовлетворяет и вас, и потребителей, и, в принципе, нормально? Во-первых, Китай удовлетворяет и нас, и потребителей, да. Ну, во-вторых, есть вещи, которые мы здесь в России делаем, Да, те же да. рамы. Рамы и все, что из фанеры, да, это здесь в России делается. Вот. Ну, покрытие резиновое тоже, естественно. Что касаемо производства здесь, да, есть, ну, опять же, с точки зрения там теории производства, да, у нас рынок все-таки маленький. Если ты закупишь оборудование высокопроизводительное, да, ну, у тебя будет там на 10% работать. То есть ты его никогда не отобьешь. Соответственно, нужны еще внешние рынки. А внешние рынки у нас, к сожалению, закрыты. То есть экспортом мы пробуем, занимаемся, да, ну. Кстати, да, у вас есть и инстаграмы, рассчитанные на иностранную аудиторию. Как это вообще работает на вашем примере? У нас, ну, во-первых, есть ближнее, да, зарубежье. То есть все, что касается таможенного союза, да, туда мы продаем. Казахстан хорошо покупает, Беларусь. Украина. Да, Украина, у нас там образовался, Представитель есть. да, представитель, он закупает. Но Украина это уже как настоящая заграница. То есть со всеми вытекающими, они же не входят в таможенный союз. Вот. Соответственно, да, вот это все работает, то есть люди обращаются. Были и поставки в Чехию у нас ребята закупали, ну, русскоязычные. Но каждый раз это пляски с бубнами. Да, я понимаю. Да. Это и сама поставка, у нас логистика еще в эту сторону. Все в ручном работает. режиме. Да. И плюс потом еще взаимодействие с налоговой, с таможенниками. Потому что это как бы кажется, продал таможенный союз, сидишь там без НДС, потом надо же перед таможней отчитаться за каждую поставку. Надо к ним зайти, иначе штраф 50 тысяч, заходишь к ним на сайт, начинаешь статистические формы заполнять. Ну, вам это интересно вообще на тот рынок как бы развиваться-то? И... Нам интересно, если все-таки подвижки будут со стороны законодательства. Потому что я знаю, ну, некоторые вещи, тоже резиновое покрытие, те же рамы функциональные, в Европе возят из Китая. Возят до сих пор, и считается, что это более конкурентоспособный продукт внутреннему рынку, что в Европе могут сделать, даже если в Восточной Европе брать. И мы могли бы экспортировать, это хорошо. Мотивация войти в бизнес по производству и продаже оборудования. В какой момент это появилось? Мне хотелось всегда сделать что-то вот такое свое, за что мне не будет стыдно. То есть я тренирую, я сам готовлюсь. У меня очень много разных друзей, спортсменов из видов спорта. Я собираю от них информацию, что удобно, что неудобно. И я занимаюсь только тем, что я люблю. То есть я не лезу туда, где я ничего не соображаю. Да? В этом я четко соображаю. И я понимаю, что оборудование, которое я хочу сделать, чтобы ты заходишь в зал, а там на нем написано, не было написано, меня не троньте, я устал, да, это сломанные тренажеры, не буду говорить сетевые клубы, я думаю, многие с этим сталкивались. То есть это основная проблема, то есть открыть клуб, сделать пафосный ремонт, чтобы все это отвлечь глаза,
а тренажеры через 3-4 месяца перестают работать. Но рок был хорош. Я сейчас не про кроссфит, я про фитнес. У Рога... Ну, ты начал не с тренажеров, ты начал У Рога, с кроссфитовского честно скажу, у оборудования. Рога я почему начал, то есть начали гнуться грифы. И мы Всё-таки. не могли им доказать, но они типа, раньше было у них там на все грифы там чуть ли не пожизненная гарантия, отказались. А я закупил вот эти тяжелые мячи слэмболы, да, которые, закупил 30 штук. Наверное, это самый большой покупатель, который у них был, 30 штук везти из Америки песка. Да? В резине, в резине, представляешь? А хочешь прикол, я объездил весь Китай, чтобы эту резину там сделать, и нигде не дошел. Парадокс, ты понимаешь? То есть никто не может вулканизировать так, чтобы там это Не могут протестировать. Слушай, у меня намного, почему я хочу заниматься вот этим, потому что я понимаю, что настолько все просто, и мы из этого такой геморрой делаем, понимаешь? И мячи начали лопаться, то есть, да, потом некоторые, что еще у нас было? Ну вот, наверное, вот это основное. Блины у тебя были, штанги. Блины отлично, штанги, вот одна партия была. При этом мы еще их используем на Нагатино, только на соревнованиях, но там небольшие веса. То есть их нерегулярно юзали. И у нас 7 грифов. Гири ты делал тоже? Гири, все рабочее, все. Потому что там, ну, вообще гиря наш русский, да, продукт. Да, мы его делаем в Китае, конечно, это тоже обидно. Обидно не из-за того, что там мне когда говорят, вот вы там не патриот, там некоторые писали, делайте в Китае. Люди, я вам одну вещь говорю, вы что думаете, я идиот каждый день, там раз в месяц летать в Китай, проверять, что они сделали, что они не сделали. У нас никто ничего не хочет сделать здесь. У нас я пришел и говорю, ребят, я хочу грифы сделать. Выставка была по стали, там, ну вот это металл, прутья. Мне говорят, ну давай 1000 штук для начала первую партию. Понимаешь, 1000 штук, ребят, вы один сделайте, ну хоть поюзать его, посмотреть, то есть, да. Не, меньше 1000 нам не интересно. Но они готовы были сделать 1000. Ну, ты знаешь, то есть технологии есть. Дим, я тебе скажу, у нас все готовы, у меня 5 судебных исков, да, по вот этим обычным рамам, чтобы сделать. Люди берут 100% предоплату, кому-то делают, то есть у нас... Обычно сварка металла? Кидалово, вот везде, во всех отраслях кидалово. Я иногда прямо думал, понимаю, были бы 90-е, все было бы хорошо, честно вам скажу. Никто бы столько не обманывал людей. Вы знаете, что по башке могут получить? Конечно, то приедут и отожмут завод у тебя завтра, понимаешь? И все этого боялись и работали, понимаешь? Я прихожу, я даю тебе, ну, клиенту, и я не могу, понимаешь, в России производить... Набить склад тоже неправильно, да, потому что склад каждый день там дорожает, у тебя оборудование дорожает, чем больше она не продается, да, у тебя получается, ну, бизнес вот так, да. При этом кроссфит, это нельзя сказать, что прям каждый день там у тебя закупается куча оборудования. Скажи мне, пожалуйста, ты входил в бизнес по оборудованию уже когда был и я, и Юстил, и Рок, и много-много-много. Это нормальная была история? Как бы не зря все это было? Не зря, вообще не зря. И мало того, что у этого будет 100% продолжение. Я к тому, что ты успел и на пик пойти, и на имени начать зарабатывать, да? У меня действительно все продажи были из-за того, что все знают, что я не обману. Вот я, вот если продам, я отвечу. На репутацию. Да, все. То есть и вот этот сарафан, он мне вот помогал, то есть как бы зарабатывать однозначно, да. Но он я не выхожу на рынок, потому что это и большие инвестиции. Да, я поэтому вот спросил, большие не зря ли ты инвестиции, вошел, да? чтобы вот сейчас вот прям бахнуть хорошо и оснастить много залов своим оборудованием, это нужны хорошие склады, долгосрочные такие инвестиции, то есть, да, там за 2 года, чтобы о тебе рынок узнал, чтобы люди попробовали. Вот у меня, допустим, все, кто потрогал мои тренажеры, у меня даже с DDX ребятами, они говорят, Жень, мы хотим вот тот купить. А я не могу по одному тренажеру здесь сделать. У нас тренажер не могут сделать в России, понимаешь?
Вот ты приходишь, Дим, ну я уже делал так, я говорю, ребят, листогиб, я узнал все, что только есть, да, листогиб. О, там, ну, такого листогиба нет, ну, смотришь, забиваешь 1,5 миллиона листогиб, ну, вы там производство, там, так, неужели вы этот не можете взять, то есть у вас сейчас вот, все, у меня партии там, да, по 12, по 14 тренажеров я в месяц мог этих гак приседанием продавать. Я понимал, что если ты под клуб делаешь, да, вот мы, допустим, клуб в Якутске открывали, мы понимали, мы открываем клуб, я сразу под него партию заказал. А поштучно, где обновить надо, то, вот, допустим, мы ягодичный мост сделали, а его нету в России, его нету, понимаешь? И его можно продавать, этот ягодичный мост, понимаешь? Ну, надо уже производство, да, чтобы было. Абонемент в кроссфит-зал, он стоит дороже, нежели фитнес-клуб. Давайте как бы сравнивать тогда яблоки с яблоками. Услуги, да? Яблоки с яблоками давайте сравнивать. Что дает фитнес-зал? Фитнес-зал дает доступ в зал, аренду оборудования. Да? За аренду оборудования они берут как бы там какую-то стоимость. Это да, дешевле. Если вы продаете аренду в зал, вы в неправильном бизнесе, потому что тогда вы конкурируете действительно с фитнес-залами, которые, ну, у них возможности больше, превосходят вас в разы. Нет смысла конкурировать в том, в чем вы не конкурентоспособны. Нужно как бы свою модель строить от другого. Модель нужно строить от того, что вы помогаете человеку решить его конкретную проблему. Да? А это уже означает, что вы работаете с человеком 1 на 1, вы как бы даете больше своего времени, и эта услуга может стоить дороже. Вот я уверен, что многие это не понимают, потому что звонят в один зал. Фитнес-клуб сколько стоит? 16 тысяч в год. Звонят в кроссфит, сколько стоит? 70 тысяч в год. Че? Я сюда пошел. Вот они это не понимают, большинство людей. Да, поэтому вот первая наша вещь, которую мы переделали, да, как бы перед тем, как человек вообще попадает к нам в зал, он приходит к нам на бесплатную консультацию. Потому что тогда мы можем понять, какие у него есть потребности, чего он хочет. Да? Я хочу похудеть, я хочу, не знаю, набрать вес, я хочу, там, не знаю, мышечную массу набрать. И мы можем ему программу подготовить для него, да, там, основываясь на том, у нас есть, когда нам звонят и спрашивают, а сколько у вас стоит? Мы отвечаем, от 60 тысяч до 0. Что вам, какие у вас потребности? Придите, давайте поговорим, и тогда мы как бы вам скажем, подберем для вас подходящий продукт. Что такое кроссфит? Да? Вот ты им говоришь, что в принципе, ребят, вы приходите, тренируетесь постоянно в группу под руководством тренера. Тренер следит за вашей техникой, у нас там постоянно вариация нагрузок меняется, то есть всегда вам интересно, то есть вы получаете такой путеводителя такого, да, который не сделает скучную вашу тренировку. Вот вы за это платите. Это персональная тренировка, только дешевле. То есть надо вот так объяснять. Это персональная тренировка, которая стоит 2500 рублей. Но вы приходите за 500 рублей. Большинство привычных для нас фитнес-форматов залов, абонемент, который ты покупаешь, это просто входной билетик. И дальше происходит, что вот ты зашел в зал, заставленный кучей тренажеров, чем заниматься, как бы что делать, непонятно. Да? Здесь по факту ты платишь одновременно за программу тренировок, которую чаще всего ты занимаешься просто в фитнесе, опять же онлайн, где-то ты ее покупаешь, чтобы не заниматься просто так. Обычно полгода это минимум, после чего ты понимаешь, что результатов 0, надо бы что-то делать. Это либо программа тренировок, либо это тренировки с персональным тренером. Здесь каждая тренировка проходит, получается, что с тренером, на каждой тебя обучают, неважно, это кроссфит, гимнастика или тяжелая атлетика, тренера, опять же, все с именитыми, да, там, регалиями. И получается, что если мы берем составляющую входного просто, ну, как бы паса, да, в фитнес-зал, и каждую тренировку, пускай даже ты 3 раза в неделю ходишь, ты платишь определенный прайс за тренера, у тебя в стандартном фитнес-зале получается выше, чем в кроссфите, а здесь ты всегда с тренером. Если мы говорим про ваш зал, до сих пор аффилиат, естественно. Да, мы аффилиат. Сейчас что это дает? Потому что я же много поездил по миру, с многими людьми общался, с хозяевами залов. Они говорят, поначалу мы платили эти $3000 все-таки за рекламу, за использование торговой марки. Но в большей степени мы платили за уважуху. То есть мы уважительно относились к организаторам, к основателям, ко всей команде. Вам, например, понятное дело, с уважухой, часть команды кроссфита, но остальные аффилиаты вот в России, для которых $3000 в год это все-таки определенные деньги, они сейчас для чего платят? Вот ваше представление. Ну, те люди, которые, как бы, вот с которых я знаю, да, и с которыми как бы я встречался, да, в основном платят как бы только потому, что как бы уважают методологию и как бы, да, ну, вот. как сказать, за респект. За вот, респект. Да, вот. И в целом то, что аффилиаты обижаются на то, что они ничего не получают взамен, я считаю, что это логично, и как бы их как бы я слышу, да, это как бы
понятная история, да, ты вроде бы платишь, ничего не получаешь. Тут Вася напротив открыл кроссфит, который вроде бы не кроссфит. Я говорю, что он как бы жалуюсь на него, а мне ничего не делают, да. Ну вот как раз задача это и поменять, да. Вот, и там я уже со многими аффилиатами начал разговаривать, уже там многим помог, да, и как бы основная цель на этот год это как бы помочь как бы пережить кризис, да, и задача привести стоимость кроссфит и лицензии как аффилиации и стоимость курсов к российским реалиям, да. Вот, и если это как бы мы сможем сделать, а это вполне реально сделать, я думаю, что это будет большая помощь аффилиатам. Это первое. Вот. Второе, важная вещь, то, что мы хотим привязать все-таки стоимость к местной валюте. Да, это тоже будет как бы немаловажно. Да, потому что как бы... Такая фиксированная. Да, хотя бы будет она фиксирована, и мы не будем зависеть от инфляции доллара. Вот. Вот. Ну и третье, это то, что делается вообще глобально, да, и как бы мы делаем это локально, да. Ну вот недавно, вот вчера практически объявили, да, CrossFit запускает, пока это постепенно раскатывается на страны постепенно, увеличивает объем стран, которые будут участвовать. Запустили такую вещь, CrossFit on Ramp, да, которая нацелена на людей, которые вроде бы слышали про CrossFit, одним глазом видели, но боятся попробовать. И плюс сейчас еще, когда ситуация такая, что в зал вроде бы сложно прийти, да, запустили программу, которая называется CrossFit on Ramp, пока она на английском понятная, да, но я хочу, чтобы она в этом году была переведена на русский, да, и сделана была для России тоже. Смысл ее в чем, да, что человек заходит на сайт CrossFit, у него там оплачивает программу, он делает какой-то курс, у него есть теория, у него есть какая-то практика, он делает ее удаленно, прям через веб-платформу, да, а после того, как он это заканчивает, если он понимает, что ему понравилось, прямо оттуда же его направляют в локальные залы, говорят, вот, если тебе это понравилось, вот залы ближайшие с тобой, иди туда, и как бы там тебе будет хорошо, и сможешь продолжить. Это будет большая поддержка, я считаю, для всех аффилиатов, не только для России. Праздничный день настал, 21.1. Целую неделю я находился в Турции, ездили и по работе на выставку с супругой, и отдыхать. И думал, что буду пробовать первый раз делать там, но потом по двум причинам решил все-таки делать в Клоков База Тин, так как все-таки родные стены, родные ребята, своя, скажем так, атмосфера. И второе, я точно знал, что попытка должна и будет одна, потому что икры просто умрут. По лицу, может быть, не видно, но я уже закончил. Вот, икры ушатал, и, собственно, за это я больше всего переживал. Трудно мне, непривычно, весу много и так далее, поэтому вот слишком много с икрами сейчас работал, и, в принципе, они не подвели, хотя можно было и получше. Вот. Второе, конечно, по дыхалочке я думал, что я немножечко повеселее это буду делать. Мечтал я все-таки 15 восхождений закрыть, а дальше там хотя бы один прыжочек на скакалочке сообразить, но получилось так, как получилось. Вот. Нормально. Плечи не так сильно устали. Вот, хотя многие на плечи жаловались, но, собственно, плечи-то у меня сильные. Короче, как это было, посмотрите сейчас. Поехали!
Спасибо. Спасибо. Ты улучшился? Да, кстати, на 2 раза. Молодец. Знаешь, хоть и это, вот, чувствую, что ты как бы для фана выступаешь просто. Нету никаких у тебя целей. Но все равно это спортивное, знаешь, волнение перед комплексом. Легко, но было. Признаюсь. Куражился чуть даже. Фу, так нормально. Ребята, спасибо. 14-2? А? 124. Без запаса?